almost a festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Итак, дорогие дамы и господа, всем добрый день. Мы тут опять собрались пару вещей обсудить. Сегодня я опять не один. Так, Вахрам тоже с нами будет. Так, здесь что такое? Это вот надо вот это вот убрать, скрыть. Итак, тему вы все видите прекрасно. Так, наверное, надо кое-что тут убрать. И, соответственно, мне нужно вот этот экран. Я что-то опять заморозил. Сорян. Да, поздоровайся уже, в принципе. Всем привет, ребята. Мы сейчас будем разговаривать про монтаж и, собственно говоря, что из себя представляет программа Movavi. Да. Все, в принципе, очень просто. Но кто этим, конечно, уже занимался. Кто не занимался, так вот со стороны, конечно, будет им, конечно, казаться дико что-то там, да. Но, в принципе, программка очень такая для пользователя очень понятная, очень простая, я бы сказал. Я начал заниматься в этой программе как-то вот тоже методом поиска каких-то решений, поиском программ. И добрались мы именно до вот этой вот темы, именно что именно вот на Movavi вот это все остановились мы, да, так, стоять, вот это вот мне надо как-то, да, пускай, в принципе, будет донаты. Так, да, тема такая, тема связанная сегодня там с какими-то, может, переходами, будем там рассказывать, показывать там какие-то заготовочки, просто почему именно Movavi. Сразу заранее отвечу на этот вопрос, что как бы много чего здесь уже готово изначально по умолчанию. Потому что в большинстве программ, которые более сложные или более дольше находятся именно на просторах вот этого всего, они сделаны, как бы, конечно же, в более-менее профессиональном мире ими пользуются, но для нормального пользования там очень много фишек, приколюх таких, и именно таких штук, как создаешь ты именно все сам с нуля, и это как бы, да, ну, то есть надо опять тебе делать какие-то пресеты, пользоваться. Здесь уже это все, в принципе, заготовлено. Все вот эти вот вещи, которые в какой-то программе нужно тебе как-то достраивать, выстраивать или самому строить, они здесь уже, в принципе,
готовы. Александр, здравствуй. Тимыч, добрый Всем день. привет, ребята. Александр первый. Здесь как бы в этой программе уже все заранее готово и ну, более или менее такое. Хотя можешь также вот эти пресеты именно в оригинальном состоянии, которые есть, ты можешь доработать именно под себя, для себя и так далее. Итак, у меня Movavi Editor Plus 2021, лицензионная, такие вот дела. На 22 я пробовал, включил, но пока нет. То есть я подожду 23 года и возьмем лицензию на 23, потому что мне мало изменений с 21 на 22. Я решил просто подождать годик. То есть мне вполне хватает этой программы. Вытягивает своими настройками. Она все-таки меня в своем, как сказать, простом, в простом пользовании, да, то есть простоте вот этом пользования в поиске каких-то вещей. Да, поначалу, конечно, ты в меню бродишь, но это все очень быстро заканчивается. Movavi на Android есть, Movavi есть на... Нет, она есть только на iOS, ну, как на Mac есть и на Windows есть она. Приветики всем, тоже монтирую через Movavi. Наталья, здравствуй. Да, много кто монтирует. О, и Александр пишет нам, у него тоже такая же программа и ключ купил, да. Ключ стоит недорого. Об этом чуть попозже поговорим. Итак, вот программа, то есть вот когда открываешь ты эту программку, ничего нет, все то есть чистенько, что тебя в ней ожидает. В принципе, слева вот вся самая такая мощная панель. А здесь вроде бы на первый взгляд все спрятано, но все в принципе там есть. Не хватает только твоих файлов. Итак, с чего начнем? Какие есть? Ну, давай, Олег, начнем, наверное, если тут по возможности есть новички, нужно показать, допустим, как нам в Movavi, да, положить материал, да, с каким мы будем работать. Ну, то есть, вот, да, синяя папка самая верхняя, импортируем. У меня, конечно, на немецком языке, так что заранее, ну, я ничего переставлять не буду. Там, я не знаю, даже она есть там какие-то другие языки в моей версии или нет, я не знаю, я попал в Германии. Тим Кусь, да, здравствуйте, всем приветики. Тимыч, на компьютер можно сделать. То есть заходим в импорт, да, здесь сразу же первая папка, вот синяя горит сверху, да, переходим здесь дата, да, то есть ваш какой-то там файлы, открываем там, допустим, уже открывается окошко, где ваши там видео есть, потом передвигаемся и выбираем уже, где твои файлы, прям, ну, я, допустим, возьму сейчас, я вчера записывал, файл у меня остался, запись плавных настроек. То есть, когда ты симпортирован сделал, сразу же на вторую ступень переходишь, и здесь получается файлы все, которые у меня написано Medium, я не знаю, как она на русском. Можешь мне как-то говорить перевод, как у вас на русском там стоит у тебя в программе. То есть здесь все вещи, файлы собираются в этом месте, которые ты как бы загружаешь в программу, с которым потом уже дальше работать. Чуть ниже есть какие-то звуки. Если программа, кстати, абсолютно новая, то здесь такие галочки стоят для загрузки. Получается, у меня все галочки уже пробиты, у меня вот просто иконки. То есть я все вот эти вот даты уже скачал на компьютер мой, да. То есть здесь какие-то определенные звуки, тоны для монтажа, для вставления вот какие-то эффекты звуковые, да, которые уже прилагаются именно этой программой. Потом есть, конечно, раздел музыка. Есть раздел мустер, такие какие-то зарисовочки, то есть в плане там интро, где у тебя там какой-то отсчет идет, да, это все как бы уже, ну, много чего вещей. Просто у меня сейчас здесь как бы несколько пакетов куплены, да, и вы не удивляйтесь, если вы помните программу, и там таких вещей не будет, которые я сейчас показываю. Потому что здесь как бы уже некоторые пресеты я купил именно для моего монтажа, чем я занимаюсь. Здесь есть еще, то есть вот задний фон разного там подсветки, расцветки и так далее. Можно выбирать.
Такие вот вещи. Некоторые вещи, я говорю, у меня пришли с пресетами, некоторые были в оригинале. Есть несколько рамок, опять же, frames у меня написано. Ну, по-русски, наверное, будет стоять рамки. И последние, где вот эти все пакеты стоят, у меня, допустим, вот здесь вот сбоку в правом углу стоит желтый ключик. Это значит, эти еще пресеты, вот эти пакеты для эффектов вот этих всех, там есть в этом пакете и титлы, и эффекты, и все есть, и там это еще не купленные вещи. Вот здесь левее, правее написано инсталлировать. Вот у меня купленные моих, да, то есть 6 пакетов, они уже есть, и в каждом пакете есть какая-то вещь, которая здесь добавляется по мере возможности. Это вот такой грунт, то есть включил программу, импорт, да, выбираем ваш файл и перетянули его. Потом у вас есть второй ступень, вот здесь есть. Начать. Так, маркируем, он начинает работать сразу. Как он синим рамка стала, он сразу заработал. Потом просто нажимаем там левую кнопку мышки и стягиваем. О, всем доброго дня. Здравствуй, здравствуй. Оба, она у нас тут чат. Так, здравствуй, здравствуй. Я учу немецкий, правда, забросить. Надо говорить, Дымчик, как дела? Владимир, приветствую. Здравствуй, Владимир, да. Привет, Наталья, всем хорошо. Пошел учиться у Олега. Программа такая же, купил благодаря. Да. Программка очень простая, я говорю, для начинающих пользователей. Как бы, в принципе, сильно ничего такого сложного нет, но надо несколько раз попробовать. Допустим, сейчас я вам показываю отдельную программку, где пользуетесь вы на одном мониторе. Если у вас есть возможность пользоваться двумя мониторами, да, то есть какие-то установки, да, здесь точки есть в правом углу. Мне сейчас обрезает, скорее всего, экран. Блин, вы это не увидите, надо сейчас, подождите, я попробую. Это не должно делать так. Она чуть-чуть захват экрана обрезает. Подождите. Я смотрю на трансляцию и вижу, что... так, подогнать по размеру экрана. Окей. Так, вот, допустим, в полном размере. Замочек, секундочку. Вот так. В правом углу стоят вот динамик, фотоаппарат и 3 точки. И на 3 точки, когда нажимаем, тут можно на третьей вкладочке можно отсоединить вот этот вот медиаплеер ваш. Если вы работаете на втором мониторе, и передвинуть его на второй монитор и раскрыть его в полной мере и пользоваться во всей красе этой программкой. То есть, если я занимаюсь чисто монтажом, то вот этот большой плеер, маленький плеер, я его передвигаю на второй экран, раскрываю там полностью. На левом мониторе у меня чисто остается вот эта вот программка, да, для работы, чтобы она мне не мешала. И получается, здесь у меня как рабочий стол, здесь уже я могу полностью кадр, то есть если какие-то эффекты, какие-то добавления, я потом это все, соответственно, могу здесь применить, как-то показать и прям это видеть, как это будет на полном экране, на полном мониторе, как это будет выглядеть, если я что-то там добавлю. Валера, привет, Стив Геймер, здравствуй. О, я сегодня у всех был, сегодня, теперь все ко мне зашли в гости. Здравствуйте. Ничего себе, что здесь творится. Всем привет, здравствуй, здравствуй. Валера только что гонял на ютубе прям на байке. Классно, забегайте, посмотрите. Я сейчас, правда, ссылочку не могу поставить, но... так, английский пишет, французский, испанский, итальянский. Ё-моё, у вас там уже изучение началось языков. Как дела, как настроение? Ну, пойдет. Как бы более или менее мы тут сидим, какие-то вещи разбираем, показываем, смотрим, общаемся, как сказать так. Были вчера проблемки. Вчера под вечер, Валера, мы эти проблемки решили. И теперь как бы вроде бы все норм. Ну, со здоровьем, конечно, так себе, но мы идем как бы в нужном направлении, движемся. Да, все, кто в чате там насчет языков разговаривает, английский самый легкий язык, в принципе, учить, если. Так, что я хотел вам еще
Сейчас просто надо потихоньку вопросами. Я сейчас буду быстро тараторить, и это будет очень плохо. То есть ничего не запомнишь так быстро, если буду рассказывать. Ну, смотри, получается, ну, расскажи вот про таймлайн, вот, допустим, текст, наличие, короче, стола, там музыка, музыкальные файлы и как раз вот именно полностью про все эти дорожки, которые на таймлайне есть. Да, я слишком ленив, чтобы учиться. Ага, да. Поесть положить. Тихо, тихо. Здесь, получается, есть всего лишь 3 дорожки изначально, то есть в заводских настройках. Первая идет текст, вторая видео, как уже Вахрам сказал. Здесь прям такие иконки перед ними стоят. Да, видео полоса и нижняя там нотка нарисована, это, соответственно, музыкальная. Здесь, когда вы видео стянули на таймлайн, вот эти вот все значки, они еще не горят, то есть ничего не работает. Но если вы один левый клик сделаете, маркируется ваш видео файл, и вот эти значки заработали, то есть теперь можно резать, добавлять какие-то цвета и так далее, и так далее. То есть вот эти штучки, все приколюхи начинают работать. Или также можно стереть такое, как мусорное ведро, ножницы. То есть вот вам живой пример. Сейчас вот красная стоит штучка, да, вот этот вот курсор я подвинул. Теперь могу нажать на ножницы, и уже я, в принципе, порезал. Ничего вообще сложного нет. Быстренько так раз. Единственное сейчас заключается в том, что у меня вот здесь вот магнитная включенная полоска такая есть. Я ее деактивирую, выключил, она перечеркнута теперь полоска. Теперь я могу раздвинуть эти файлы между собой, и у меня образовалось такое пространство, да, где я могу потом уже что-то добавить, или если кому-то это важно. Потому что, ну, есть монтируют под звук, под бит, а есть монтируют там, ну, по-другому чуть-чуть, и надо как бы им, чтобы вот эта магнитная функция была выключена, и они могли вставлять и вот этими вот файлами курсировать, как им заблагорассудится. Также, как вы видите, теперь я передвинул его, ставлю чуть выше. У меня стало 2 окошка быстро. Это прям вообще, то есть изначально только одно. Вы можете, если мне память не изменяет, там, ну, много дорожек делать. Я сейчас точно не помню сколько, но давайте мы попробуем. То есть просто сейчас ничего не работает здесь. Пустое пространство, правой кнопкой мышки нажимаем. Здесь стоит дополнительную полосу добавить. Есть видео, музыка и титул. Первое. Да, то есть я сейчас попробую просто показать, сколько можно добавить. Так, сейчас у нас 4 видео полосы, 5. И как бы оно дальше идет. 6. Видео 7. О, ну, короче, поехали. То есть 8. Она добавляется, и тормозов нет. То есть все хорошо. Даже если у вас какие-то будут файлы, вы можете наложить друг на друга что-то серьезное. То есть эта программка, как она сейчас вы видите на живом примере, она не только для какого-то там начинающего пользователя, но, в принципе, можно вполне профессиональные какие-то проекты здесь тоже с ней делать, потому что очень легко. Чисто обрезать, приклеить, набросить текст и т.д. Да, очень просто, да. Пользуясь Adobe Premiere Pro, много возможностей, я с тобой абсолютно согласен, но и здесь как бы они есть. Просто Adobe Premiere для начинающего, она очень такая замудренная. Если ты не пользуешься Adobe несколько лет, где уже ты прям понимаешь, куда тебе и что надо, для начального именно этапа тяжело как-то вот там разобраться. Ну, я тоже смотрел такой, окей. Я пробовал несколько программ, и все-таки остановился именно на программе именно этой. Так, я пополз отдыхать, извиняюсь, силы ушли на стрим. Да, видел, стрим, твоя работа, все хорошо, отдыхай, и, конечно, набирайся сил. Вечерком можешь продолжить, если будут, конечно, еще силы. Понимаю. Все хорошо, стрим забирает силы. Я раньше не верил, пока сам не начал стримить. Все это абсолютно нормальная тема. Итак, такие вот дела. То есть, сами видели на живом примере, да, у нас получается вот эти вот все вещи. То есть, я могу видеодорожек больше добавить.
так же, как и текстовых, да, я могу добавить отдельную полосу текст. То есть текст не одну полосу, а несколько, и также и с музыкой. То есть если вдруг накладывать что-то или резко будут меняться кадры, здесь можно прям несколько дорожек видео пустить, и как бы в монтаже здесь как бы есть у тебя какой-то такой большой запас наперед, и это круто. Просто нужно начать. Когда начинаешь, поначалу, когда проект вроде бы пустой, с чего начать, как начать, начинаешь, и потом, в принципе, все начинает это все двигаться и становится намного легче. Так, дорожки. Да, давай сейчас, наверное, думаю, разберем текстовый формат, да, Да, инфографика. Допустим, если что-то хочется написать и прочее, как бы вот тоже, в принципе. да, давай, допустим, я вот это назад подвину. Так, текстовая. У нас слева в углу здесь такая одна буква Т маленькая, одна побольше. Нажимаем на нее, и у вас открывается отдельное меню здесь. И здесь, в принципе, ты можешь выбирать тексты, рамки, именно уже такие приготовленные, такие пресеты, которые ты дорабатываешь под свой вкус и цвет. И то есть будет это вот что-то вот такое. Или вот такое. То есть сейчас в данный момент вот эти вот горы, это все фон, который вас не должен интересовать. Вас интересует, как вот эта рамка сейчас показывается, пресет, как текст показывается, и где стоит текст. Title text here, там вы будете уже сами писать и добавлять. То есть вам понравилось, допустим, вот этот вот пресет понравился, да, где вот такая рамочка. Мы его прям берем, нажимаем левой кнопкой мышки, перетягиваем его в определенный момент, где он вас устраивает, и здесь уже вы сам себе художник, потому что здесь уже на свой вкус и цвет. То есть нижняя субтитл, да, субтитры можно отдельно пустить, можно вообще убрать. То есть вообще убрать, все, ее не будет, да. Или вот этот вот текст здесь, допустим, мы вот здесь нажимаем на двойной клик, нажимаем на текст, он маркируется, один раз убрать полностью, и можем задавать, что вам заблагорассудится абсолютно, да. Потом здесь вот эта вот рамка вам напоминать должна Microsoft Word. Всеми знаменитая программа текстовая, да, где вы можете поменять как и вот этот вот шрифт, именно как выглядят буквы, плюс размеры. Так же самое здесь есть там толстый, там какие-то там курсив есть, да, вот это надо подчеркнутое. Все это напоминает, в принципе, вот Microsoft Word, кто в школе там занимался или сам как-то учился. Плюс у вас здесь, как вы заметили, то есть текст живет своей жизнью, а вот эта рамка своей. И вы можете, в принципе, как вам удобно, как в каком месте эту рамку, можете ее также рамку повернуть направо или налево. Здесь так сделать, да. Плюс так же самая такая же песня и с текстом. Подгонять одно к другому и уже вот так вот, да, что-то в этом роде. Конечно, сейчас неровно, я просто вам показываю примеры, это ни в коем случае не какой-то проект. И, конечно же, с такими вещами, чем... Здорово, драйвер! Ваня, здравствуй! Спасибо, что забежал. В принципе, в таких вещах, чем больше вы иногда проведете времени, там, лучше 5 минут больше что-то постараться, поэкспериментировать, тем лучше, конечно же, будет ваш результат. Если вам что-то здесь в этой штучке не понравилось, какие-то обработки, прям вот так вот, прям налево раз, самое крайнее, здесь можно вернуться, то есть, или Ctrl-Z, раз, нажимаем, и все пошаговое, то есть пошаговый ход, который вы до этого изменяли с текстом, с рамкой, вы можете изменить. Не забываем, конечно же, у программки есть такая штучка, как автопамять. Она автоматически запоминает проекты в интервале 5 минут, мне кажется. Сижу с модератором Сидор, пьем на улице. О, круто. Привет всем еще раз. Александр, здравствуй. О, Гидробор, здравствуй. Хорошего настроения тебе тоже. Обязательно. Плюмчик ищет информацию для проекта. Круто. Всем привет, ребят. Я надеюсь, проект тот, о котором мы вчера говорили на стримчике.
Так, такие вот вещи с текстом, то есть пресетов много. Нажимаем просто здесь на текст, да, у меня здесь стоит титул, и выбираем. То есть здесь есть реально разные вещи. Здесь тексты, прям которые как в кино, прям вот движутся, могу показать. Вот что-то вот в этом роде. Есть тексты, вот как вот показывают, как вот фильм заканчивается, да, у вас директор, продюсер, это все вы можете дописывать там, допустим, или которые зума уходит весь вот текст в экран. Этот зум, einzoom, да, приходит в плюс. Есть, который в полете текста, наоборот, с большого на маленькое, да, которые auszoomen, то есть, опять же, уходит, да, с большого вдаль туда. Выбираете на свой вкус и цвет, или если, допустим, как печатная машинка. Вообще интересная штучка. То есть подбирать можно, и как вот текст, допустим, или как текст приходит. С левой стороны приходит сверху вниз и так далее и тому подобное. И есть даже таймер, я нашел в одном месте, есть таймер. Таймер классный, вообще работает отлично. Я пробовал уже в своих видосах это делать, все клево. Есть какие-то вот такие штучки, по вот таким вот по таким штучкам я узнаю сразу же людей, которые работают с программой Movavi, потому что эту штучку почему-то используют очень много людей. И я когда ее вижу у кого-то на нарезках, на летсплеях, я сразу знаю, он работал с программой Movavi. Очень все просто. Есть еще вот такие вот штучки, такие мультяшные, комиксовые, да, вот такие облачка. Здесь также вот у вас текст. Прям не стесняемся, нажимаем на текст этот, да, ну, то есть пресет, если у вас есть, вы его так стянули вниз, на нас ваш таймлайн, и здесь также можете свой текст делать, дорабатывать. Цифры, буквы, как тебе душе угодно. И, соответственно, здесь выбираешь свой шрифт, да, и размер выбираем, там, допустим, да, можем цвет выбрать, то же самое. То есть вот эта вот штучка, вот этот инструмент, он, в принципе, всем знаком уже, да, кто работал, хоть даже минимально как-то с компьютером был связан, то есть Word, да, печатная программа, он уже как бы похож. Так, учимся программе. Ну, как учимся? Я просто показываю простые вещи, кто вот начинает, кому интересно, очень, в принципе, добро пожаловать. Так, с текстом я как думаю, что еще показывать что-то или все на этом? Потому что тут, в принципе, здесь ты сам выбираешь пресет, и ты его дорабатываешь под свой вкус и цвет, да. Но с текстом это там обводка, вот это вот, типа, потому что бывает так, что ты текст, допустим, вводишь, да, допустим, и потом тебе надо, допустим, сделать обводку или же выделить ее полностью, как бы, чтобы она в рамочке была. То есть с текстом же тоже там много всяких интересных вещей же можно сделать. Так что давай, думаю, покажем. Да, здесь, то есть, текст есть, текст, который движется, там, допустим, да. Есть вот, я не знаю, как еще давайте вот это вот уберу. Стереть. Так. Вот это мы тоже уберем. С текстом именно что взять, допустим. Ну вот я возьму вот эту вот ходовую штучку, которую используют прям очень много людей. Да. И здесь у тебя раз, два, три, 4 настройки. То есть все 4 слова ты можешь каждое по отдельности менять, выбирать, изменять. То есть сейчас рамку один раз я нажимаю, дубль-клик, то есть двойное нажатие мышки левое, и открывается опять же такая вордовская тема, да, то есть размер, название стиля вашего шрифта, да, и цвет. Оп, делаем на зеленый, все, уже зеленая, да. Ну, Barnier Shade, это, я так понял, это эти шрифты, да, вот эти вот, которые тоже можно же тоже их... Да-да, это да-да-да, это как раз таки есть вот этот стиль, да, то есть ты сейчас тебе перед тем, как начинать с этим работать, именно выбираешь слово, да, то есть в пресете рамочка, чтобы именно горело этого слова, и потом, в принципе, загорается вот здесь вот рамка и стоит forever, внизу forever, здесь forever, то есть теперь ты можешь просто удалять и что тебе в душе угодно писать вместо этого слова или оставить то же слово и, в принципе, вперед, да. Теперь у тебя также меняешь ты здесь цвет, да, и shade ставим опять-таки, вот, поменяли,
стиль меняем, можешь менять также еще размер, да. Плюс буквы будут чуть потолще, с наклоном. Центрировать в центре, там влево, вправо, да, это все вот эти вот вордовские настройки, они в принципе есть. Плюс еще здесь чуть ниже можно еще задний фон сделать. То есть сейчас в данный момент как бы на пресете заднего фона нет. Вот я подниму, вот вон букву сверху сделаю, да, заднего фона нет. Сделаем задний фон, раз такая рамка черная, и ты здесь можешь взять, допустим, зеленый фон, видал? Мгм. Всего лишь одним кликом. Потом, если тебе это не устраивает, опять нажимаешь, оп, опять такая же, да, и контур еще, да, опять же, вот. Такой контур делается, как бы будет похоже, что такое в 3D буквы Да, будут. да, вот Это, опять же, что-то. ну, кому-то нравится, кому-то нет. Каждый должен сам для себя это выбирать. Но, так, вот я вам сделаю белый фон. На белом фоне мы, получается, сделали вам буквы синим, красным, и они такие, как вот 3D, там, я не знаю, очки одеваешь, ты синий-красный, вот эта вот штучка. У меня получается красные буквы, извиняюсь. Красные буквы синим обвели, и такой вот 3D, получается, выделение. Просто берешь в левом углу рамку, растягиваешь ее до размера, который тебе устраивает, да, вот так, смотри, мы рамку сделаем на всю. И, ну, так будет проще, я думаю, изначально, когда побольше настроиться под себя, попробовать что-то, да, то есть взять какой-то другой цвет, выбрать, пробовать. Тут надо все, так бы сказать, вот пробовать. Если не попробуешь, не узнаешь. Так, вот, допустим, фиолетовый, и все-таки синий мы оставляем синим контуром. Получается, видишь, такие 3D буквы, как будто ты их можешь потрогать. И это, опять же, на вкус и цвет, да, то есть есть кто-то делает, просто ты берешь готовый пресет, где у тебя буквы уже такие в этом исполнении в похожем, да, и подгоняешь. И у меня есть, вот я покупал некоторые, вот, допустим, блоки, вот как для ютуба, да, и у меня здесь, так, вот это давайте уберем. В этих блоках у тебя, вот, допустим, у тебя сразу же уже логотип Ютуба обозначен, да, то есть тебе уже не надо его скачивать с интернета, и намного проще. Все упрощает. То есть берешь, перетягиваешь и как-то дорабатываешь, то есть пишешь там канал название, или вот здесь чуть ниже у тебя есть тоже 3 настройки здесь, да, в этом всем. И под себя это все делаешь. Можешь это привести также в движение. С текстом реально тут надо посидеть. То есть, если у кого-то есть индивидуальные какие-то запросы, можно, в принципе, сделать. Dog привет, здравствуй. Если ты что-то знаешь, это же не значит, что это знают все. Поэтому многим это интересно. Так, да, да кто? Это точно. Всем отличного настроения, хорошего дня. Так, да, вот с текстом получается вот такая тема, то есть каждый вот пресет ты можешь, в принципе, подрабатывать под свой вкус и цвет, да, то есть вот сейчас самое простое вот мы берем, где у тебя два текста обозначены, плюс еще посередине полоска, и они, каждый может жить своей жизнью, то есть ты можешь передвигать по экрану. И вот как у тебя здесь на вот этом экране будет выглядеть это все, то есть это же будет у тебя потом в будущем показываться на готовом проекте, если вы зарендерили все это дело. Что еще? Что еще по тексту, Бахрам? Что еще можно быть такого? Ну, по тексту это, конечно же, также можно же ведь и поставить и переход какой-нибудь, да, через него, чтобы он нормально как бы там появлялся и уходил, или нет, или здесь такого Да, нет. есть, да, есть Есть же, такие, да? есть такие Мгм. пресеты, которые уже в принципе готовы к этому, да, которые Мгм. вот как вот, Мгм. допустим, сейчас типа покажу снизу вот, вот что-то вот в этом роде, которые сами изначально, вот я включу вам просто такое Так.
где они приходят 3. и уходят. Видишь? Пороги Есть есть, усиление нормальное. Есть такие пресеты уже готовые. Или ты, в принципе, можешь пустить текст любой в движение, да, есть тоже такая тема. То есть, сейчас я тебе покажу. Да, да. Возвращаемся к простому. У тебя здесь есть, когда у тебя горит рамка текста, у тебя открывается вот тип такого клип, обработка клипа, да. Это именно сейчас, когда желтым замаркирован текст, обработка клипа, и здесь как бы уже идет первый текст, потом идет, где наши вордовские все настройки, цвет и так далее. Тут даже можно с нуля делать эффекты, не пользуясь пресетами. Да, абсолютно верно. То есть я просто показываю на примере, где вот что-то такое. Это вот сейчас начальная тема, где вот просто готово, да. А потом в этом ты можешь все дорабатывать абсолютно верно. В том-то все и дело. Просто какие-то большие вещи, где вот рамки какие-то есть, уже прям берешь какую-то заготовку и подрабатываешь, дорабатываешь до своего этого, как под вкус свой подгоняешь. То есть возвращаемся к этому текстовому. То есть текст замаркировал, да, у тебя идет текст, обработка, да, клипа. Первый идет текст под пункт, потом идет клип, который там стоит время, сколько у тебя на таймлайне он показывает. Потом идет преднастройки, то есть название его. Ты можешь его здесь переименовать и себе его сохранить, чтобы тебе второй раз, если он вдруг нужен будет то же самое, чтобы ты его не искал, он у тебя будет в фаворитах, да. Потом цвет здесь, конечно, сейчас не работает ничего. И пятый пункт, последний, это движение. И здесь ты реально можешь, допустим, поставить движение. У тебя есть прям прецизы, прям точечное или быстрое. И ты выбираешь именно движение в какую сторону. То есть, когда нажимаешь вкладку движения, открывается такой квадратик с плюсиком. И это та метка, в какую сторону это все будет тема двигаться. То есть, объясняем наглядно. Вот так вот. Нажимаем на текст. Ну, текст, допустим, сейчас текст у нас посередине стоит. Я вот этот вот плюсик двигаю в левый угол абсолютно. И теперь нажимаю. Здесь у меня стоит шпур, то есть это, я не знаю, как там, ну, это трекинг активировать надо. Дед Радин, привет, здравствуй. Активировали это все дело, он прогрузил. Теперь, когда здесь у нас получается трекинг уже работает, вот синий квадратик есть в экране, все. Если я сейчас включаю наш ролик, текст поедет в эту сторону. Почему-то он еще... у меня проект сейчас автоматически запоминается. Ладно, я этот проект все равно уберу, потом пускай он запомнится. Я потому что проект еще до этого не сохранял. Теперь идет автоматическое сохранение проекта. Вдруг что? Хорошая фишка, помогает вам, если вдруг компьютер или Windows вам скажет после каких-то обновлений, которые вы не собирались делать, скажет до свидания, у вас резко все выключается, и автосохранение вам спасает жизнь и время. У меня так было... Вот, видите, я сейчас ничего не могу сделать, мне нужно чуть-чуть подождать. Потому что я взял довольно-таки... Хотя ничего там сложного не было, но почему-то Movavi решила, что будет вот так. Ладно. Нужно начало и конец анимации сделать. Да. Есть, то есть, сейчас я вам показал такие, допустим, вещи, которые уже, в принципе, заранее кто-то... Ты только начало сделал. Да, я только начало сделал. Я сейчас покажу насчет начала и конец, конечно. Возьмем кусочек поменьше и покажем на этом же примере, где именно вот... То есть с такими вещами, как вот ты начинаешь видео, допустим, с затуханием, да, чтобы ты начинал, плавненько открывался кадр, и плавненько все это закрывалось, а не так резко все это бросалось, да. Что-то Movavi подзамерзло. Автоматически он хочет запомнить, но пока, увы. Так, ну мы подождем. Что поделаешь, не без этого. Что ему там надо? Что он там не захотел там показываться там нам. Так. Ну, я Радин написал, мне кажется, как-то сложно и долго делается. Ну нет, на самом деле недолго делается, когда ты погруженный в работу, время на самом деле очень быстро летит. Да, она не долго делается, просто, как сказать, долго делается. Ты это сейчас просто потихоньку показываем, медленно, никто никуда не торопится. А если, допустим,
такие вещи делаю, что-то с проектом. Простая программа, да. Программа что-то реально подвисла, с тобой абсолютно согласен. Я не знаю, что с ней произошло, но это даже не страшно. Все хорошо. Бывает, у нее автоматическое сохранение. Я проект начал и до этого не сохранил. Но программке сейчас тяжело, тут все сразу повключали. Что-то с ней не так. В Вегасе проще и быстрее. Меня нет. Это вряд ли. Я в Вегасе видел, там вообще не проще. Ну, просто один привык так делать, другой привык так делать. И мы здесь поспрашивал просто, говорю, давайте как бы самый простой вариант именно для того, чтобы чем-то таким заниматься. Ну, берем просто, как сказать, берем именно вот начало, там, допустим, да. Сейчас я попробую еще раз. Я открываю новый проект. Так, новый проект сделаю. Надо просто мне короткий клип. Там был очень длинный клип. Здесь вообще вот совсем несколько секунд. У нас идет 5 секунд клип. Vegas-то еще зараза постоянно глючит. Да, у меня просто из-за чего сейчас Movavi глючит, потому что у меня открыто интернет-страниц тут много. Я смотрел же еще и ваши как бы, ну, вещи. Да, плюс открыт OBS и открыт Discord. Хотя ЦПУ на компьютере вообще не загружено нисколечки. Movavi почему-то посчитал. Кухня контентом. Всем хорошего дня. О, здравствуй, тебе. Привет, тебе тоже хорошего дня. Так, то есть здесь, в принципе, все просто. Насчет этого, как бы, программа проста в этом в управлении, поскольку много чего уже до готового есть. Есть, конечно, вот как говорит Ахмед, говорит, давай, ну, можешь сам написать все. Да, могу, конечно, и сам написать. Дело-то не в этом. Я просто, допустим, беру простой текст, ставлю текст здесь и сам именно выбираю, что я хочу написать. То есть я открываю текст, ну, нажимаю двойной клик, чтобы загорелась желтая рамка. И теперь здесь сверху пусто. Теперь я выбираю свой текст, который мне нужен. Ставим также само какой-то там шрифт. Все, это теперь есть. Когда здесь все вот это у меня в обработке идет, я могу на плеере это размещать в каком месте я хочу. Оно, то есть, вот здесь есть, да. Хоть кверх ногами, хоть боком, хоть как там себе делай. И, соответственно, вот так что здесь можно. Цвет поменяю, давайте на черный, чтобы мы видели, что мы делаем, потому что я не вижу. Так, это только идет по тексту. Потом текст также вот с движением. Движение текста. Вот это наш трекинг, плюсик. Просто хотел показать. У нас на движении почему-то он перестал. Вот перенимаем. Он на движении начал что-то тормозить, подтормаживать. Привет, дружище, лайк поражал. Вот, здравствуй, Иваныч. Игрок. Да, тут в этом все и дело. Movavi что-то я Movavi хочу, когда текст привести в движение, он начинает подвисать. Интересно. Скорее всего, да, из-за того, что у меня, наверное, очень много браузеров открыто, Movavi теперь у него конфликт происходит, реально. Но я, в принципе, с OBS вместе никогда в компоновке ее не открывал. И вот тебе результат. Хотя, я говорю, OBS много, в принципе, не берет. Захват процесса средненький. Ну ладно. Да, замерзла. Бывает. Я даже не переживаю. Но он мне последний раз говорит, давай, ну, я хотел обновление от Movavi, а они хотели мне 22-ю как бы накрутить, но я отказался. Потом все это дело убрал, я оставил на 21-й, потому что мне это удобнее так пока. Зачем я буду деньги платить, осталось тут полгода. Так, нет, что-то с ним не то. То есть он как-то не хочет. Я еще раз возьму маленький клип. Выдает. Выдает. Так, значит, OBS, Movavi, ничего. Но если я, в принципе, занимаюсь монтажом, еще раз хотел бы сказать,
OBS у меня, конечно же, не включено. А OBS, если OBS работает, у меня даже, я заметил, такая тема была последний раз, сейчас отвлекусь на минутку от этого всего, то, что я не мог даже нормально на YouTube настроить трансляцию. OBS закрываешь, и тогда открывается настройка трансляции на YouTube. Пока OBS открытый, она прям крутилась, я аж такой, что такое, да? С OBS очень много всего связано, хотя приоритет у нее на процессор небольшой. Так, ну давайте тогда пока от текста в сторонку чуть-чуть. Здесь в самом углу, я не знаю, как это на русском называется, то есть самая первая вкладка, скорее всего, это что-то связано, ну, с этим датай, как она там, ну, то есть файл, да, проект сохранить. Сохраняем проект, просто вот я его там рандомно нажал, много единиц, проект сохранил. И когда на видео таймлайн я вот так замаркировал, я могу теперь, в принципе, здесь тоже много чего с ним делать. Особенно если я нажимаю двойной клик левой мышкой, у меня открывается, опять же, такой здесь вот свойство клипа. И здесь звук. Здесь нормализирован, есть одна галочка. Если я нажимаю, у тебя автоматически эквалайзер поднимает звук. То есть, если у кого-то была запись микрофона изначально слабенькая, плюс здесь скорость стоит сейчас 100% на данный момент. Можно сделать медленнее. У вас автоматически будет клип длиннее, да, или наоборот быстрее, клип намного короче станет. И здесь есть у меня еще затухание, да, там в начале клипа и в конце. То есть первая строчка это, соответственно, в начале, вторая в конце клипа. Я вот, если такие короткие вещи какие-то на затухание ставлю 0, то есть половина секунды в начале клипа и в конце. И получается, вот когда мы включаем, то есть с черного экрана, открылось. И когда клип заканчивается, сейчас на примере он так, и она опять в черный уходит. Всего лишь полсекунды. Но это совсем по-другому выглядит, чем если бы это просто бы обрубалось, заканчивать не, ну, так, да, без затухания. Затухание все-таки какой-то дает уже такой другой облик на весь этот клип, хотя он там ничего особенного не было, да. Я вот недавно обнаружил, что при открытии браузера многие программы и игры глючат. Браузер зло в этом плане. Да, я с тобой абсолютно согласен. Это браузер не просто зло, это какое-то абсолютно зло. И браузер рознь, если вы пользуетесь какими-то, ну, то есть мы живем, все проживаем в разных странах, у каждого свой браузер. И я пробовал много разных, и каждый по-своему, конечно же, нехорошо работает. И я считаю, ну, сейчас, кроме того, что браузер открытый, в данный момент здесь как бы OBS. Я прям на нее грешу, потому что она прям очень такое тоже... Если работает OBS, может что-нибудь пойти не так. И это реально такая тема. Так, по этому поводу. То есть вот у нас клип, да. Здесь также... Я не знаю, ну, с титлами будем что-нибудь еще про них рассказывать? Нет, что мы на тексте не будем задерживаться, потому что текст Да, это такая... с текстом там в основном, в принципе, я считаю, что все понятно. Каждый Текст пресет, такая... который ты нажимаешь, то есть, да, ты можешь его отображать, и также, ну, писать, короче, на нем, вот, и Текст у я... каждого текста есть свой переход. Да-да. Я понял. Я вот именно текст, допустим, сейчас вот вам выбираю на таймлайн, я выбираю именно в каком районе он будет, да, сколько времени текст будет. Могу его двигать. Также текст нажимаете 2 раза левой мышкой и можете, в принципе, тоже какие-то вещи делать здесь, которые, ну, не заводской настройки. То есть текст, там, ну, как я уже говорил, вот у вас свойства этого клипа, да, то есть меняете цвет в тексте, там все дела, и вот он, есть он, да. То есть текст или затуханием его с ним тоже можно будет как-нибудь связаться. То есть вот обработок здесь, конечно же, есть. Они просто не все прям на раз вам показаны. То есть есть обработать. Можно анимацию текста какой-нибудь там сделать, допустим. Анимацию в плане того, что этот текст у вас уйдет вправо-влево куда-нибудь. Или вот такой вот, допустим, штучку. Вот я вам сейчас покажу. Просто вот так. Текст, допустим, сейчас мы оставили, я поставил анимацию такую. Смотри сейчас, что будет с текстом. Видал, как он пролетел? Быстро. Такс. То есть текст такая штука здесь, да. Ну, то есть не только текст. Здесь
такие вещи можно делать и с видео, и с текстом можно делать. Надо просто посидеть чуть-чуть, заниматься. И, в принципе, из-за того, что вот эти пресеты как бы какие-то до заготовки есть, и ты уже сам по себе их потом подгоняешь, и это тебе облегчает жизнь. Потому что я первые несколько программ пробовал, и там не нужно было прям вплоть до создания какого-то такого масштабной штучки. Надо было прям там столько настроек на на один и тот же файл навешать. И это занимает, конечно же, время и силы. А мне в плане монтажа вот это вот время прям важно, что время нет. И вдал, пролетел текст как быстро. И время вот это все, оно, ну, экономит, как бы, некоторые программки экономят, некоторые, наоборот, у тебя занимают уйму времени, да. Конечно же, в плане вот этого профессионализма мне вот Adobe, она такая подвлекает все вот это, подтягивает, типа, ну, там прикольные штучки есть, да, свои. Но на ее изучение мне уже как-то время как-то жалко. Изначально, если начинал с ней работать, я вот смотрел, много кто с ней до сих пор монтирует. Да, там есть свои классные штучки, там тоже есть кто-то пресеты делает, люты ставит, там, да, все. Здесь-то все есть, но оно уже более-менее заготовленное. И, в принципе, если классно здесь посидеть, поработать, то будет неплохой уровень. Я больше чем уверен. Хотя она проста в обращении, то есть и в начальном плане, да. Анимация у вас есть, то есть, смотри, мы опять вернемся, давайте к истокам, чтобы далеко не убегать. То есть первое, где файлы загружаем, у нас есть тоны всякие, да, там вот рамочки, все дела. Вторая галочка-выручалочка такая, она как волшебная палочка, видишь, если на мониторе, да. Это как бы здесь уже вот эти вот эффекты именно накладываются, которые на видео. Третье, переходы. Там такое, как окошечко нарисовано, то есть с одного в другое, да, и эти уже переходы, в принципе, если мы вот будем как-то нарезать, то есть для этого более наглядного, что ли, я возьму сейчас просто другой файл, видео, и еще несколько файлов, чтобы видно было прям в какую сторону это все идет. То есть, вот, нет, подожди. Вот так вот. Я прям 4 файла, чтобы было. Вот теперь смотрите, текст мы убираем. Не будем сейчас с текстом путаться. То есть у нас сейчас есть таймлайн, и здесь есть видеофайл. Я еще загрузил 3. Они здесь пока еще в бочке, вот, загруженные файлы. Но не на таймлайн. То есть здесь нажимаем на него один раз, он маркируется, и файл начинает здесь уже работать. Если у него есть там звук или есть видео. Если это фото, то оно просто показывается. Потом мышкой мы прямо вот так вот можем маркируем все эти 3 и перетягиваем вниз, отпускаем, и все, в принципе, они теперь здесь друг за другом, но без всяких там каких-то эффектов переходов. Когда вот эта вот такая глухая склейка здесь идет просто, которая подкреплена простым магнитом, то есть заканчивается один файл, начинается другой без каких-либо переходов или затухания. Здесь, в принципе, все насчет этого просто. То есть мы берем, я вот это беру, оставим только 3 файла, будет легче. Возвращаемся к вот, палочка-выручалочка, переходы. Потом идет текст, который мы уже вначале прям забежали в текстовую далеко. Потом третий, точнее нет, раз, два, три, четыре, пятый пункт, стикер у меня написано, я не знаю, как на русском, но наклейки, наверное, переводится. Здесь такие вот тоже уже готовые штучки, которые, в принципе, это в программке как бы даны, и некоторые вещи потом приходят к тебе с пресетом, если ты что-то покупаешь, да. Но вот эти вот такие вот простые штучки, они уже есть, и ты их можешь брать, стягивать в текстовую линию, да, и, соответственно, здесь уже подгонять под свой вкус и цвет, размер и так далее, да, вот такие как эмодзи вот эти вот. Так, уберем его, мешается. Я хотел бы более-менее сойтись на переходах, то есть показать, как работают здесь переходы. Выглядит все очень страшно, когда ты видишь это первый раз, такой думаешь, что случилось, но все намного проще. То есть, если вы в переходе, вот это вот, получается, 3-я вкладка в левом углу, и у вас открывается второе меню, и здесь уже параллельные,
кюнстлеры, потом есть затухание, там смытие какое-то, круги, Ну, блоки, это переходы. геометрия, это все связано с переходами. Здесь ты уже выбираешь тему, которая тебя интересует, и, в принципе, работаешь с ней дальше, потому что у тебя на каждой теме есть вот такие вот здесь переходы. Когда ты нажимаешь вот этом вот в большом разделе перехода на переход, он еще не перешел к тебе, но ты здесь смотришь на плеере демонстрацию, как он себя ведет, если ты его будешь использовать у себя на видео, да. Так, что еще? То есть здесь ничего такого сложного нет. То есть вот он есть переход, это уже готовая штучка такая, которая не забываем. Опять же напомню, вот этот вот переход вы можете потом доработать под себя. То есть сейчас это переход, который уже был создан, да, компанией, человеком каким-то, и мы его просто берем левой кнопкой мышки так и тянем вниз. И вот именно чтобы он был на таймлайн между двумя клипами. И отпускаем, и теперь у вас получается вот такой кирпичик, который как скрепка держит два этих ролика. И если мы включаем на пробел, и вот так он переход делает, да, с одного на другой. И потом просто здесь, чтобы он здесь вот когда вот это вот желтым что-то маркируется на таймлайн, это может потом ты обрабатывать. Такая же тема у нас идет и с переходом. Нажимаем на него, он горит уже желтым. Вот кирпичик маленький. 2 раза. И открывается маленькая рамка, где ты можешь как-то повлиять на именно вот этот вот переход. То есть время перехода, может как-то картинку, чтобы замерзла, или там, я не знаю, перенять его, галочку поставить, чтобы она была на последующих роликах. Такой же переход. И. Ну, то есть много вариантов. Это уже ты должен сам смотреть для себя. Но изначально я в основном просто беру, если какой-то переход длинный, если честно, вот так вот. У вас он вот здесь, когда желтый становится, ты можешь его регулировать. Вот этим вот, что больше-меньше, регулируешь ты сразу же скорость этого перехода, да, и все. То есть он был изначально намного больше. Теперь я нажимаю. Раз. Все. Переход готов. Ничего такого сложного в принципе нет. Можно его и убрать. Если такое, как сказать, по монтажу сейчас я стал часто использовать, если ты меняешь именно тему с одного клипа на другой, то есть у тебя один клип заканчивается, начинается следующий клип, следующий раздел, и вообще тема не совпадает, то есть или ты переносишь ее в другом во времени, где-то в пространстве, в другом, в этом же клипе, но тогда просто я использую какой-то переход затухания. То есть, когда вообще меняется. Если тема как бы еще присутствует, то есть, или местоположение в клипе присутствует, переход делаем, но не меняем. О, Джаст, здравствуй, здравствуй, дорогой. А здесь, в принципе, в этой теме, типа, я как бы остаюсь, я использую именно затухание. То есть, сейчас у нас здесь шлем, здесь мотоцикл. Я здесь нажимаю два раза клик. Открывается у нас, опять же, свойства клипа. И затухание, вторая полосочка, да, то есть берем там секундочку, ставим, потом проверяем, нажимаем пробел, клип стартует, и он затухает, как бы клип затухания здесь идет, если ты делаешь затухание полностью клипа, он идет вместе затухание, вместе с музыкой, то есть 2 дорожки сразу, потому что я когда маркировал, они маркировались полностью, но можно, не забывайте, отдельно ее делать, да, то есть можно отдельно дорожку звуковую убрать, или же отдельно на этой звуковой дорожке обработать как бы звук. Да, ну там добавить какие-то эффекты. Есть аудиоэффекты, там есть какие-то, если у вас были какие-то помехи, шум какой-то был при записи того или иного звука, можете здесь даже убрать какие-то шумоподавления есть. То есть здесь просто заходим в свойства и в принципе здесь вот, допустим, берем какой-нибудь клип или аудиодорожку, правой кнопкой мышки, и у вас открывается вот такая рамка, где нажимаешь на Extras, здесь есть эффекты, эквалайзер, убавление каких-то тут этих шумоподавления. Можно даже узнать такт по музыке, и аудиоэффекты есть. То есть там аудиоэффекты можно нажать, и у тебя вот там будет какое-то эхо присутствовать, или заглушенный звук, или звук робота, или как будто это с радио производит, звук какой-то был в радио.
хотя этого не было. Ну, то есть как-то виртуально повлиять на вот это вот качество звука вот чуть-чуть можно, да. Ну, опять же, здесь на вкус и цвет тут такое дело, как бы кто-то любит изначально вот заводские настройки, кто-то именно заходит в настройки и поднастраивает это под себя. Такие вещи мне, допустим, что мне нравится в этой программе, у тебя есть в каждом подразделе у тебя есть такая вкладка, называется «Фаворит», где ты что-нибудь обработал и сердечко, потом можешь, допустим, пресет какой-нибудь тебе понравился, на каждом пресете, если ты подходишь к нему, у тебя есть в левом углу сердечко. Нажимаешь сердечко на это, чтобы оно было красное, и автоматически у тебя этот пресет залетает к тебе в папку «Фавориты», чтобы потом тебе его долго не искать в следующий раз. И это очень-очень удобно. То есть, если мне нужно какие-то частенько, которые я беру и в одинаковом, ну, частенько в больших влогах использую видосы, в видосах больших использую вот эти вот пресеты какие-то, которые я уже подработал, которые уже в принципе подбиты под это все. Я прям, ну, на сердечко его сделал сохранить. В следующий раз открываю вкладку «Фавориты» и беру и прям ставлю его в той или иной момент. И намного это все делать проще и быстрее. Тут дело в простоте пользования им именно. Алина, привет! Доброе утро, точнее уже добрый день, я бы даже сказал. Всем здравствуйте еще раз. Сидим тут, смотрим. Парагос, Леха, здорово. Давно не виделись. Сидим тут чуть-чуть разбираем, смотрим, показываем. Но, в принципе, такие вещи простые. Но кто вот только начинает делать какие-то первые шаги или уже что-то делал с этой программой, но забыл или не знает. Ну, то есть на каждые вот эти вот эффекты, пресеты можно зайти и, то есть, его доработать под свой вкус и цвет. Потом, в принципе, здесь поставить в левом углу сердечко, чтобы это ваши настройки остались для тебя. И будет все. Ничего, если я про свое напишу, не сильно перебью. Пиши, без проблем. Такие вот дела. Перейдем, я не знаю, к наклейкам вкладки или еще останемся на переходах. Здесь какие-то есть вопросы по переходам, может быть, у тебя? Переходом, наверное, может быть, все-таки есть у ребят игровой контент, чтобы как-то приукрасить, допустим, там как-то выстрелом переход, что-нибудь наподобие такого. Да, есть какие-то огни. У меня, допустим, есть... сейчас покажу, с блокбастером связано, фантазия, где-то же они были, вот эти вот, да, здесь штучки эти, science fiction. Есть разные, ну, то есть, если кто-то летсплей записывает, да, там, блокбастер, допустим, берешь переход какой-нибудь там огня, взрыва, между делом ставишь, и у тебя получается вот такая штучка, взрыв такой, да, есть, как в кино. Ютубовские штучки, конечно, есть тоже, как вот такие вот связанные с переходами с одного на другой. Но там я обратил внимание, то, что там что-то наподобие кольца, кружок, то есть, допустим... Тоже есть, да. Это, секундочку, где-то это было. Я такие клипарики делал. Да. Под Зум. музыку, да, зум, выстрел, бам, да, я и приукрашивал потом это все дело, да, этим, переходом, кольцом. Да, вот так, ну, зацветка. Вот тоже смотри, вот можно типа такого, было вот бы, смотри, это сейчас я же покажу было тебе бы. в медленном таймлайне. Так там перетянул, раз. Да, и покажи, как это в действии будет. Ну вот так, допустим, сейчас мы включаем клип, ставим этот переход, поставили. Теперь подходим к этому всему и такой в круге, хоба. И это как раз таки хорошо. Очень круто смотрится, да, я сейчас даже обратил внимание, вообще супер. Да, и просто это опять же надо смотреть тебе именно когда какие переходы ты используешь, да. Ну да, надо же просматривать, нажимать эту вот, в общем, и потом дальше уже просматривать, что же у тебя получилось. Да. Где разница пресеты с переходами вообще любой категории на халяву, само собой, как добавить.
На халяву я не знаю, но я думаю, в принципе, можно где-то их стянуть. Там, в принципе, так ключ только нужен, они уже готовые. И я думаю, поскольку это есть и на Adobe, и на эта программа найдется. Я просто себе только несколько купил, остальные как бы я беру вот что-то готовое, и это вот дорабатываю под свой вкус. Потому что здесь вот со стандартных вещей, как вот, допустим, вот сейчас тебе покажу, вот такой вот переход. Перевернул, да, с одной картинки на другую. Можно прям взять как фотографию, чтобы как замерзла фотография, переворот будет. Плюс скорость поменять там какую-то там, да, или все-таки в замедленном действии, у меня называется Zeitloop, она замедленное действие такое, намного медленнее и без затухания. Всем еще раз привет, здравствуй, Фарагос, есть новости, Серега Resident Games подключил веб-камеру, да неужели, стримит на Трова, да, забежим обязательно к нему, забегим, камера, да, а то, кстати, все знают голос, все знают канал Resident Games, но никто не знает, как выглядит Серега. Серега почти что год оставлял, даже чуть больше года оставлял нам такую интригу. Никто не знает, как он выглядит, но он есть. И это круто. Так, здесь как бы, что еще взять-то? Вот простой круг. Давай зацветку, короче, посмотрим. Там тоже такая интересная тема. За цвет вообще Классная. очень много, да. То есть именно ты имеешь в виду сейчас затухание взять или... Нет, зацветка она не связана с переходами, а есть специальный, короче, там пресет такой, который тебе, в общем, показывает, типа, что можно было зацвет сделать. Там именно ты имеешь в виду там контраста добавить, вот этого всего? Да, но там в самом низу? выбор сам уже есть там, да, по-моему там, да. Да, в самом низу, то есть... Если бы я покопался, да, я бы показал так, а я также не помню уже. Я хотел... Сколько раз у нее там не работал. Да, то есть вторая вкладка, где такая магическая палочка-выручалочка со звездочкой, там уже готовы, в принципе, вот эти вот со светом какие-то эффекты есть. Есть изначально. Но поскольку Да. это простая вещь, где вот, допустим, здесь какой-то уже по цвету выбранный фильтр, то есть всякими с подсветками, там, где вот фильтр есть, где у тебя падает какой-то солнечный свет каких-то сторон и ретро какие-то стили есть прям, где вот прям как царапины вот эти вот, как старая такая вот кинематографическая съемка. Или телевизор как будто это, да, какой-то берем. Всякие разные. Вот Вигнетка. Я-то как раз вот такой вот использовал, потому что, для телефонов такой, пробовал, что-то экспериментировал. Да. Прикольная штука, мне понравилось. Да. Ну, вот такие, типа, штучки такие вот. То есть, просто возьмем, давай сейчас возьмем какой-нибудь фильтр. Просто вот, допустим, El Greco. Взять фильтр этот. Мы его просто берем, левой кнопкой мышки стягиваем на видос, который вам нравится, отпускаем. И на видео в начале такая звездочка запечатлилась. То есть теперь у нас есть звездочка, теперь значит у нас фильтр этот здесь в силе. Здесь мы его также много каких уже готовых, дозаготовленных штучек именно можем доработать. То есть мы прям нажимаем 2 раза на звездочку, и здесь у тебя открывается фильтр, и стоит сзади 100%. И такой бегунок. Здесь ты можешь, допустим, свой фильтр не в заводских настройках, как его уже до тебя сделали. То есть, если тебе нужно именно что-то в этой теме, но не так интенсивно, ты можешь его сделать там, скажем, на 55%. Как бы фильтр есть, но ты не перегнул палку и использовал его только в половину, да. Такие вот дела. То есть фильтр вот так вот поставил, какой-то там, да, доработал. Или что еще? Подожди, сюда. Берем какой-нибудь вот такой вот климт. Взяли климт, видишь, выглядит ужасно, потому что это чересчур много. Нажимаешь на звездочку, фильтр, у тебя открывается свойство вот этого, опять же, фильтра. И здесь ты уже выбираешь, сколько тебе, может, тебе от этого климта надо-то всего 20%, чтобы выглядело более-менее в ту сторону, которую ты бы хотел, и ты его здесь можешь использовать.
Так, в общем, нашел существо Гатерия. Ой, ё-моё, по словам англоязычного гугла, на сайтах больше инфы. Гатерий эволюционирует быстрее любого другого существа. Ничего себе, Плюмчик, ты... Сейчас тут прямо у нас будет такая интересная инфа. Думал как-то связать его с каким-то долгоживущим существом, но максимум была черепаха 200 лет недостаточно для нормальной эволюции, поэтому пришел к разумному решению. Существо будет не одно, это будет целая новая раса. Думаю, так будет интереснее. Так я смогу легче найти всю нужную инфу, так еще и продолжение можно будет замутить. Есть идея, делай, добивай до конца. Так, итак, вот такие вот изменения, где мы прям работаем с фильтром. То есть фильтр фильтром, но ты его можешь сам под себя поднастраивать, да. И если у тебя есть один фильтр, не пугайся, нажимаешь опять вот в таймлайн, нажимаешь, опять все стало такое серенькое, нажимаешь на палочку-выручалочку, заходишь в какой-нибудь другой ретро-фильтр берешь с царапинами старого фильма, стягиваешь его себе на видео, и у тебя еще эти царапинки тоже добавятся. То есть нажимаем на звездочку опять, и показывают опять теперь два фильтра. То есть у тебя на какой-то ролик, на видео, ты можешь использовать не один фильтр, а несколько, да. Ну, опять же, все от тебя зависит. И здесь такая же тема, как и с предыдущим фильтром. Фильтр тебе грузится в полноценном таком объеме. Потом у тебя стоит 100% бегунок. И здесь ты уже решаешь, на сколько процентов должен этот фильтр там отражаться в твоем видео. Да? Это очень, в принципе, такая штучка удобная, потому что некоторые фильтры есть, они в своем оригинальном состоянии, но даже мне не очень нравится. И здесь как бы у тебя есть обалденный шанс сделать вот такую вот индивидуальность какую-то твою именно, да, то есть вроде бы как ты берешь фильтр, но все равно ты его используешь не в полном значении или добавляешь еще каких-то 2-3 эффекта, и это как бы, ну, твоя будет фишка, да, что... То есть если кто-то использовал фильтр только в оригинале, один и все, а у тебя 2-3, но у одного фильтра 20%, у другого 10%, у третьего фильтра 35%. И в конце концов получилась та картинка, которую ты как бы изначально уже где-то там в подсознании задумал, скажем так. Такие вот дела по фильтрам. Это были фильтры, пресеты, которые готовы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая вкладка, самая интересная для тех, кому уже прям надоело все вот это вот в оригинале, кто вот прям жаждет вот этой вот обработки, которая прям она нужна, и кто прям хотел бы добиться каких-то результатов именно в деталях. Здесь у тебя инструменты, вкладка такая, она выглядит там 4 квадратика нарисованные, и написано все инструменты. У тебя идет первая вкладка инструменты для видео монтажа и второе для аудио. На первую вкладку нажимаем, у нас идет цвет, потом идет подрезка кадра, можно перевернуть, можно кадр на кадр наложить, потом у нас идет зум, стабилизация, анимация, где-то что-то можно замазать. Я вот частенько такими вещами пользуюсь, как вот номера автомобиля мне нужно закрыть. И хромакей есть, сцены распознает. И, конечно же, вот улитка даже нарисована, то есть slow-mo можно сделать, если у кого-то записано в обалденном качестве клип, то есть 60 кадров и выше. Вы можете через вот эту вот фишку, где вот side loop у меня стоит, а на самом, ну, slow-mo это как замедление такое, да, улитка. И там вы можете, в принципе, сделать так, чтобы у вас было замедление в кадре, где не было такого дергания именно через эту улиточку. То есть берете просто там этот оригинальный клип, ставите на процентов 60, и все будет круто. Да, ну деформация изображения, типа, да, которая тряска типа камеры, чтобы ее исключить, Да. Чтобы И она тряска. была, да, помягче, да. Да, но сразу же хочу предупредить, кто пишет в 24 кадра в секунду, в 25 кадров в секунду и в 30 кадров в секунду. Эту штучку можно использовать только процентов на 10-15, не больше. Приветствие, желаю классного дня и хорошего стрима. Спасибо большое, Sketch Ninja, танкист, и тебе всем, тебе тоже огромнейший привет, прекрасного стрима. Пишет танкист, монтаж, но это дает свои плюсы. Да.
Кстати, Just хороший вопрос задал, я могу тебе прямо сейчас же показать, потому что я же, как вы видели мои большие влоги, я использую эту мозаику, и прямо чтобы она двигалась за автомобилем, следовала, и все было нормально. Итак, мне нужно для того, чтобы показать, как работает эта мозаика, мне нужно какой-то взять другой клип, а именно заходим в импорт, файл, надо мне какой-то взять файл. Они все у меня короткие здесь. Взять надо какой-то файл. Допустим, вот этот вот взять. Так, этот файл берем. Нет, это не то. Сейчас я файл какой-нибудь подберу, чтобы прям автомобиль двигался или мото, и показать вам на живом примере. И это будет круто. Вот это хороший вопрос, кстати, да. Так. Есть у меня такие какие-нибудь штучки где-нибудь интересные? Вот, допустим, вот здесь вот. Оба. Да. Итак, допустим, здесь простой вот кусочек видео, я даже звук уберу, он тут вообще нам не нужен. Простое видео, где записано было на смартфон. Просто вам показать, чтобы в пути. Я этим пользоваться начал. У нас, поскольку на стороне Европы, а в частности и в Германии, как бы, ну, мне нельзя показывать сильно номера автомобилей других, прям в упор такие вот дела. Сейчас посмотрим на номер до мозаики. Я все устроил. Ха-ха, круто. Так. Плюмчик еще писал, ты знал, что у некоторых рыб, земноводных рептилий есть третий глаз? Ё-моё, это существительный орган для более четкого определения в пространстве, он называется теменной глаз. Не, я такой не знал. Это, конечно, сегодня информации вообще прям у нас со всех сторон. Стримчик очень такой полезный, продвигающийся. Итак, вот у нас таймлайн. Чтобы вам показать на таком примерчике... Заходим, опять же, вот все вот эти вот инструменты, да, есть инструменты для видео. И такая вот с мозаикой такой значок в пиксельный. Нажимаем на видео, и у нас получается вот овал, квадратик какой-то, и есть как бы, да, то есть уже можно с чего-то выбирать. Или вот такой вот, допустим. Теперь мы его ставим меньше. Тут под автомобильный можем подгонять. Вот там, допустим, на автомобиле вдалеке есть автомобили. Вот я просто беру туда раз. И в третьем, то есть это маски. Это все маски, которые закрывают пикселя, да. Потом идет маски, свойства масок, да. То есть можно поменять пиксели, большие и маленькие в процентах. Да, вот сейчас вообще ничего нету. Ставим, скажем, процентов на 12. Там размытая. И третья вкладка движение. Все. Так, не про шоколадное. Так, движение есть. Теперь делаем, допустим, быстрое движение или прецизы, да. Ну, просто быстрое движение оставляем. Если клип небольшой, он, в принципе, за ним успевает. Ставим полоску. Все, трекинг есть. Теперь как бы у нас готова вот эта штучка. Там такой синенький плюсик стал. Включаем видео. И теперь это место все, которое я как бы оставил на видео, оно все запикселено, да. То есть этого ничего не видно. Все спрятано. Единственная штучка, когда я заметил в этой программе, что такой минус, если ты хочешь вот так вот закрыть какой-то там номер или объект, или там лицо человека. Бывает такая вещь, когда тот номер, который ты как бы прятал, он с кадра вылетает и потом в кадр опять попадает. То вот этот вот трекинг, он его больше не ловит. То есть я в этом месте просто обрезаю видео полосу и на второй видеополосе как бы заново, когда попадает этот объект в кадр, опять как бы делали пиксели, ставлю на него, да. И все. Такие вот дела. Но делайте объект, то есть отслежку объекта, и в принципе вот видите, все пошло, мы включили, да, и там все уже запикселено и работает как бы нормально. Это по
по инструментам видео. Также вкладочка ниже называется инструменты для звука. Синхронизация, вот эта вот новая штучка, которая пришла нам в обновлении 2021. Эквалайзер он еще был всегда. Плюс вот эти вот, где убирать какие-то помехи. У меня называется штюринг, я думаю, в русском там где-то типа шумоподавление что-то переводится. Аудиоэффекты и опознать такт. То есть, если по такту идет какой-то бит, там музыка, там, да, это тоже можно здесь нажать. И у тебя потом, в принципе, если там звучание есть, там все вот эти по тактам будут отмечены точки. Это тоже как бы удобная тема. Особенно если ты потом будешь нарезать видео под бит. Вообще прям прикольно. Так, возьмем просто... Ну, сейчас я, конечно же, таймлайн я убрал, у меня нет звука. Нажимаем один раз и когда загорелся видео таким желтой рамочкой, нажимаем на эквалайзер. Да. Сейчас, соответственно, поскольку у меня нет звука, у меня эквалайзер такой, ну, типа, не будет ничего работать, потому что звука-то нет. Сейчас я вам покажу на примере, где есть звук. То есть, звук вот здесь есть. Звук есть. Так, теперь... с резким чутьем каждый раз, когда надвигается угроза, то срабатывает, как бы получит чутье, но потом приходится менять труханы. Да, есть такое. Особенно самое обидное, конечно, если ты не успеваешь добежать. Но если ты понимаешь, о чем я говорю. Нажимаем на один раз левой кнопкой мышки, у вас все получается весь видеоклип в желтом, да, вместе с музыкальной дорожкой. Теперь мы идем в инструменты. И эквалайзер, теперь у нас дорожки, видишь, синим теперь горят. Теперь здесь ты уже можешь как бы звук подрабатывать под себя. То есть включаем, допустим, есть у меня уже какие-то, я себе сам пресеты понаделал. Есть вот заводские пресеты, где добавляют тебе лучше голос, где лучше звучание, где лучше просто понимает весь звук громче, где больше баса, где больше высоких, где как там... поп, R&B, рок, маленькие динамики, джаз, латинская, танцы, тиф. Короче, много уже есть настроек, которые как бы тебе уже предоставлены. Но если ты здесь что-то начинаешь вот так сам изменять, у тебя сразу же загорается справа вкладка «Сохранить». И ты можешь потом переименовать и сделать свою какую-то настройку, и у тебя будет твой собственный пресет по звучанию, да, вот в том или ином моменте. Особенно это, если чего-то там голоса касается, ну, у кого-то там, может, кому-то голос не нравится, он хочет здесь голос как-то доработать в своем видео. Ты можешь это сделать, сохранить настройки, и в следующий раз, опять же, будешь записывать это, ну, видос, там у тебя будет твой голос опять, который тебя также не устраивает. У тебя есть уже настройки эквалайзера с пресетом именно под твой голос. Здесь после эквалайзера у нас следующее идет, где убирается шумоподавление, вот это вот все. И если вы ничего не делаете, то есть зашли на шумоподавление и нажимаете «Принимаю», и это будет очень больно, потому что заводские настройки подразумевают собой шумоподавление в 50%. А виртуально это очень звучит паршиво, я бы сказал, даже прям на букву П, потому что пробовал пару раз и заглушает прям по-адски нехорошо и некрасиво. То есть я беру, даже вот если я на мотоцикле еду там 200 км в час или 150, какой-то шум, я глушу только на 10-12%, если что. И этого хватает вполне, да, то есть мы на 12% сделали и нормально. Потом идут, конечно же, аудиоэффекты. Аудиоэффекты те же самые, как были до этого в простом виде. То есть я могу там какого-то робота добавить, звук с телефона, заглушенный и такты. Но это по инструментам. В инструментах тут надо реально копаться побольше, тогда будет намного интереснее. Да, если, Александр, какие-то есть вопросы, можешь в Discord звонить лично, конечно, без проблем, потому что здесь, ну, я-то не знаю, если кому-то прям интерес есть, потому что здесь можно часов за 3-4 интенсивного такого учения, но надо потом 2-3 дня отдохнуть, чтобы мозг отдохнул, а потом опять вспоминать, что ты до этого учил,
в принципе, это потом пойдет. Но опять же, как и во всех программах, без разницы, да, то есть дело сейчас не в Movavi, дело сейчас не в Premiere, дело в том, то, что любой софт, любая программа, она за собой тянет такие вещи, как именно, что тебе надо учиться, то есть тренироваться, ваша тренировка. Если не будешь тренироваться, ты мастером как бы и не станешь. Так. Ну, скачать музыку, допустим, с музыкой сейчас давай тоже поговорим там об этом. Типа Да. как Ну, там то есть, это да, всё если... делается. Ну, потому что ты хочешь свою музыку, допустим, вот, ну, там, Да. в общем, ну, нет такой музыки, которая вот нужна, да. Да. Если, конечно же, мы сейчас столкнемся с ютубным контентом, да, то есть есть в творческой студии YouTube или Epidemic Sound, там раздают бесплатные подписки, там взять музыку, соответственно, да, чтобы вам с авторкой не было проблем. Но также берем здесь, допустим, вот здесь папка первая, импорт, файл, загрузить файл. Берем, у меня есть музыка уже готовая с YouTube. Я ее прям сейчас ложу прямо здесь, чтобы мне из этого уже ничего не будет. Ну, то есть она сделана для этого. У тебя нижняя под видео отдельная дорожка. Хотел бы просто сейчас вам показать чуть-чуть такой динамичную нарезку, чтобы потом меньше было вопросов. То есть я беру сейчас просто свои вот кусочки, вот эти вот видео-пресеты, которые я использовал когда-то. Так, секундочку, это мы уберем. Так, мои ролики, они такие 5-секундные. Я хотел показать вам наглядный такой пример нарезочки именно под бит, под музыку, чтобы более-менее это красивее выглядело в кадре все это. Потом, да, на постпродакшн, ну, то есть если вы залили это на YouTube, чтобы это уже было приятнее смотреть, когда вот это все как-то активнее, динамичнее движется в кадре. То есть у нас тема такая, снизу дорожка музыкальная, да, и здесь уже вот эти вот скачки вверх, это вот где вот там какой-то переход, удара, бас, там смотреть нужно по вот этому вот, по звуку, соответственно, здесь один раз вам надо прослушать, смотреть и уже по вот этим отметкам, то есть в основном в таких вот высоких скачках, вот здесь где-то удар баса или какой-то звуковой эффект есть, в котором как раз в этом месте вам надо будет сверху резать видео, чтобы это было намного динамичнее и потом красивее, да, на показе. Это я вам сейчас покажу. Будет намного интереснее. То есть берем просто первый клип. Вот, первый клип у нас тут уже, то есть в большом скачке это эквалайзер, то есть вот это вот идет эквалайзер именно вот это вот от этой песни, да. Я даже сейчас не выбирал функцию выбора такта. Просто мы это оставляем. Вот в этом скачке был такой удар. То есть здесь уже я с удовольствием возьму вот так вот. Я режу вот этот клип. И вот этот кусочек просто удаляю. И в этом ударе у нас просто меняется картинка. Вот в таких басовых таких ударах, где-то в музыкальных таких моментах, как раз самое четко будет, когда меняется картинка, вот этот вот добавляется намного скорость и динамика. Вот, видал? Под музыку уже, когда вот переходит, вот смотри, допустим, вот так вот музыка идет. Уже совсем по-другому, когда именно она в этот удар, момент бан-бас перепрыгивает, да, то есть вот такое динамическое решение. Ты именно отрезок панбас, да, сразу же. А так и надо делать тебе. Я тебе об этом говорил уже давно, и теперь как бы, ну, то есть ты берешь какую-то динамическую такую песню, да, там, то есть какой-то трек, желательно, конечно же, возьми его в творческой студии, сейчас там их валом прям есть, и смотришь уже вот именно под вот эти удары, инструменты, и тогда глаз твой, у тебя же картинка твоя, она красивая до тех пор, когда вот эта еще музыка соответствует, этот звук, да. Если звук не будет соответствовать картинке, то есть у нас в данный момент мы делаем так, мы монтируем видос именно под бит. Вот этот бит, удар, там определенный какой-то пункт, где резко вот так вот, знаешь, щелчками вот этим меняется, да, то есть, соответственно, при ударе определенного бита есть, допустим, такты, да, 4 такта там или вот эти, да, то есть, когда раз, два, три, четыре, раз, два, да, кто с музыкой как-то связан, они уже знают, о чем я говорю, и вот этих вот 4 такта, чтобы это менялось, тогда происходит вот эта динамика,
как вот твое сердце работает, да, вот эта вот частота, и, соответственно, глаз твой видит картинку, и он начинает слушать музыку уха, и оно совпадает с вот этим вот тактом, и все, и тогда все образуется в одно. То есть вот вам первый шаг, когда вы делаете первый удар, смотри. Видал? Потом еще раз будет вот здесь ничего нету. Раз, два, здесь 3, 4. Здесь у нас было несколько раз подряд, но вот здесь, на большом скачке, как раз таки я беру, опять я увеличиваю чуть-чуть таймлайн, чтобы прям мне порезать именно в тот момент, когда оно того следует, да. И я ее поднимаю, перемещаю на другое место. Ну-ка, переместись быстро. Сюда ее раз. Я перемещаю, то есть я сейчас меняю, просто картинку местами поменяю. Нет, именно нет. В том-то и дело. Ну, просто есть определенные какие-то моменты, где ты вот так вот подбит, там, допустим, подрезал, да, вот здесь вот убрал. Оп, поменялась картинка. Теперь смотри, у тебя получается раз, два. Опять же, это, ну, когда сильно часто, тоже согласен абсолютно. Часто ты делаешь очень плохо, но есть такие вот, как сказать, ну, это такое по музыкальному решению тема. Есть, конечно же, ну, другие применения этому всему. То есть, когда у тебя какой-то резкая смена движения какого-то там, если у тебя, допустим, сейчас я вам просто взял картинки, которые на месте, не зафиксированы. А если ты вот начинаешь именно вот брать, когда монтируешь, как вот у тебя, допустим, движения прям идут в кадре серьезные, да, то есть если у тебя резкая перемена движения справа налево, то это как бы лучше как-то сделать через затухание. А если же у тебя все-таки она идет, ну то есть кадр у тебя слева направо идет, и в следующей картинке тоже слева направо дальше движется, это ты можешь как раз таки вот этим переходом сделать подбит. Да, тогда будет намного красивее. А если у тебя идет слева направо, резко меняется в другое направление движения, то есть это будет конкретно уже тяжело. Потому что глаз, как бы он тебе изначально привык, зрительский глаз, тебе картинка в ту сторону идет, то есть как-то надо это или затушить, предостановить, ну там ты не можешь резко там, слева направо перекинуть, тогда это будет уже не очень красиво смотреться, и зритель как бы потеряет потом интерес после 20 секунд просмотра такого видоса, скажем так, да. И через затухание лучше как-то приостановить. Ну, это такие все монтажные решения, да. Вот сейчас смотри, просто вот такой показ. Видишь, у меня тут бас еще один был здесь, но я здесь ничего не сделал. Здесь могу какое-нибудь потом свое решение внести, чтобы не менять картинку, там какой-нибудь эффект добавить, еще что-нибудь. Здесь я еще ничего не делал. Но вот по такие вот большие хлопки, какие-то удары баса, вот так мы подрабатываем. И какую-то такую вносим, свою какую-то динамику вносим. То есть здесь я обрезаю. Опять же, раз, два. Смотри, получается что. Видишь? Что-то вот такое получается, да? Вроде ничего особенного так не делаешь, но оно намного как-то подинамичнее, чем у тебя не в такт, не в бас, вот это вот все перепрыгиваем, да? То есть сейчас мы более-менее так вот под звук подбираем. Старайся, конечно, не чересчур, то есть так вот этот раз, два, там, да, определенный такт соблюдать, тогда будет намного, конечно, приятнее. Но это все вот как-то вот так работает. Я как-то посмотрел тоже пару обучающих видео по этой теме. И это да, то есть не всегда это хорошо, то есть надо смотреть, во-первых, опять же, твои исходные файлы, да, с чем ты работаешь, то есть если у тебя там какие-то вот эти вот переходы, так же самое некрасиво, если вы будете вот так вот стряпать. Сейчас у меня были просто вот кат
кат, такие резкие рывки, да, то есть именно вот эти резкие рывки, они сопровождаются вот этим басом, то есть здесь сейчас какие-то плавные переходы вообще будут неуместно. А если какая-то будет, ну, совсем другая музыка, поспокойнее, там уже можно как-то это все сопроводить переходами, но опять же, не заигрывайте с переходами, конечно же, да, и это не всегда хорошо, не всегда красиво. Всем привет, Серег, здорово. Такие вот дела. Ну, то есть, есть много на этого нюансов, то есть вот этих вот монтажных решений именно в плане монтажа на будущее, да. То есть, ну, понял ты сейчас, какую фишку я имею? То есть, сейчас в следующий раз ты возьмешь... Нет, ну это способ, конечно, интересный, но это когда, короче, клип какой-то, да, идет там, или какие-то моменты, и они беззвучные идут, и ты просто, когда под музыку как бы это все Да, конечно. Ну, делаешь под возможности, то да, это классно, я соглашусь с тобой, но если это как бы относится, допустим, к комедии, да, какой-нибудь там, но это уже как-то, ну, нет, комедия это все другое. Здесь именно идет да. музыкальное сопровождение. То есть даже в твоем контенте ты можешь положить вторую дорожку, там, допустим, у тебя есть там, ну, где ты прям, что ты вот говоришь, у тебя твоя динамичная, у тебя была динамика существует в том, то, что именно если ты будешь вот нарезать, чтобы у тебя не было вот этих вот больших пауз. Вот это вот. Чтобы больших пауз не было именно. А если у тебя будут вот эти большие паузы, тогда вот это вот теряется связь, опять же, да, когда э, пауз вот этих вот не будет, тогда ты как бы держишь все время твоего зрителя, да, что вот здесь типа, да. И я такую штучку увидел, когда, допустим, вот у меня вот здесь клип готовый будет, вот так вот, я сделаю какой-то определенный клип, и в начале такую небольшую интруху, да, берешь просто каких-то пару кусочков, копируешь их, да, и ставишь на начало видео здесь, чтобы типа показать, что будет сейчас у тебя в видео, да, только очень в коротком таком сжатом формате, да, абсолютно. И это тебе как бы, ну, ты сам заранее, то есть делаешь рекламку на свой контент, который будет в следующие там пару минут проходить, да. Олег, спасибо за видосик. Да, не за что, все нормально. То есть здесь получается такая тема, да, я вот как-то пробовал, я раньше думал, да зачем оно надо? Но смотри, если у тебя контент, который более 5 минут, уже даже 5-минутный контент иногда в начале видосов делают там 5 секунд, там берут 3 кусочка по 5 секунд и вставляют его в начале видео, чтобы показать, что будет в этом видео. Потому что если ты сделаешь неправильно какое-то превью или не допишешь описание, все равно, которое описание, блин, да, кидай ссылку в чат, Джаст, ты можешь. У тебя есть теперь модерка, кидай ссылку. Просто дело в том, то, что, ну, они не знают же этого контента, они не знают тебя. Если ты если неизвестный, кто будет просто так сидеть смотреть, скажем, минут 20 или 10, да, без разницы. А здесь, получается, они включают видос, и первые там 15 секунд ты прям держишь человека за руку, вот смотри, у меня есть, вот сейчас вот будет это. И потом ты уже начинаешь, то есть 15 секунд показал такое, или 10 секунд, прям такие короткие, такие моменты пиковые берешь, и, соответственно, вставляешь туда, да, в начале видоса, и что, типа, это будет в этом ролике, как бы, знаешь, такой намек, как вот делают много. Просто я раньше думаю, блин, зачем это надо, короче, ну, как бы... Дело в том, то, что ты этим показываешь, что будет в следующие минуты, чтобы от тебя, допустим, человек, который тебя еще не знает, чтобы он остался и посмотрел этот ролик до конца. Вот так вот. Такие вот решения какие-то есть, да, операторские, там, потому что иначе никак, ну, там, монтажные решения такие даже сказал бы. Потому что иначе, если тебя мало кто знает, это как бы тяжело, да. Потому что в начале в основном начинается все так потихоньку. Каждый, конечно, монтирует по-своему, но у тебя в начале у тебя такой разгон должен быть, потом все-таки там где-то в середине прям такая завязочка такая, да, и в конце уже все, соответственно. Я видел монтажные решения, где люди просто говорили на ютубе, в начале ролика прям вот такие они берут моменты пиковые, которые прям находятся где-то в середине ролика, а то и лучше под конец ролика, чтобы
намного дольше как бы он остался с тобой на ролике. Но единственная фишка в чем заключается? Это все, конечно, хорошо и красиво. Мне это понравилась функция. Но если честно взяться вот так вот, ролик будет тухлый, как бы, да, на протяжении вот этих минут, и они это увидят один раз, то второй раз уже вряд ли кто так по добровольной основе останется смотреть ролик с начала до конца, понимаешь? Тут как бы такое дело, из-за этого я тебе говорю, здесь такая динамика важна, то есть когда ты будешь монтировать в следующий раз, попробуй таких пауз, где там по 10 секунд, где ты ничего не говоришь, их как бы, чтобы не было. То есть ты сказал что-нибудь там, а максимум секунда, там раз прям такой резкий такой шнит, и следующий клип прям бам-бам, чтобы ты начал ролик прям и держал как бы за руку зрителя все там 10 минут, жестко прям там бомбит, не бомбит. То есть у тебя, чтобы вот это вот было, да, динамика. Я просто как-то один раз пробовал тоже, я поначалу записывал ролики, и у меня, допустим, я ехал на мотоцикле в мои первые ролики, которые были почти 2 года назад, и там, где я там не говорил ничего толком, ну, то есть вообще, было такое, что едешь там минут 5 и молчишь. А потом такой чувак мне там один говорит, ну, как бы любят, когда именно, чтобы ты прям вот, давай, то есть, да, ты должен, эту динамику соблюдай, динамика должна быть, то есть, я сам понимаю, как в определенный момент я это понял, то есть, когда я пересматривал свои же видосы, да, там смотришь комментарии и видос пересматриваешь, если тебе это самого уже как бы не устраивает, то есть надо что-то менять, надо что-то делать. И в этом случае здесь, говорю, динамика, она тебя задерживает вот в этом плане, то есть ты как вот экшн-фильм какой-то, да, когда вот началось вот это все, там стрельба, пальба, вот это вот все, да, вот эти вот экшен. Также у тебя здесь, ты, допустим, в начале ролика делаешь там 5-10 секунд экшен, показываешь, что вот это будет в этом же ролике. Потом, конечно же, надо, чтобы как бы это не терялось, вот эта вот связь, нить, далее в монтаже. Ну, какие-то были чуть-чуть спады, но потом, чтобы это шло только вверх и вплоть до окончания ролика, что ты, держал прям вот, да. Оставляешь вот это вот, то есть, интересно, какой-то момент берешь с конца ролика на начало, держишь какую-то определенную интригу, и у тебя, то есть, не должно быть больших пауз. В этом заключается смысл этой всей динамики, то есть, у меня вот эти вот ролики, которые полчаса, там было видеоматериала более 2 часов. Да, я просто вот, и, там, допустим, резал, там такая резня получается. Но если ты резню не делать не будешь, то есть динамики не будет соблюдаться, скучно будет смотреть зрителю, да, никто с тобой не будет находиться там первые 10 минут вообще. Это вообще такие вот дела. Так вот, по ссылке как раз пример. Секундочку. А ссылка не открывается. Почему-то. Just ссылку открыть не могу почему-то. Я не знаю, почему не открывается ссылка. Блин. Я нажимаю ее, мне открывается, мне творческая студия говорит, открывается творческая студия и написано ошибка. Я не знаю, почему ссылка не работает. Такие вот дела. Ну, то есть, в будущем постарайся как-нибудь там, да, короче делать паузу, чтобы ты прям берешь его, да, то есть, делай не на количество, а на качество, потому что вот эти вот ролики... Так а где там короткие паузы? Там нормально вполне. А для чем для комедии динамика? Ну, потом ты... Это уже не боевик какой-то. Не, дело даже не в этом. Дело в том, что ты это увидишь. Вот посмотри, допустим, вот даже вот комедии посмотри, когда вот комп ломаешь. Да, Юрец, типа того. Посмотри, когда вот комедии, допустим, берут где-нибудь фильм, вот я как-то смотрел тоже недавно комедию, и когда шутки за шутками вот эти вот вроде летят, все четко. Как начинается вот какое-то вот такое затухание шуток, да, то есть вот эта вот динамика падает в самом фильме, где-то в середине фильма, то такое все начинается уже как бы смысл комедии весь-то и теряется, да. То есть я вот смотрел одного парня, у нас вот есть в Германии один такой тоже влогер, он, ну как он берет, показывает ролики там, да, с других платформ, видеоролики. И у него ролики сами на канале, и они 4 минуты, максимум 5 всего лишь на ютубе. И он добился резкой популярности именно из-за того, что у него вот эта динамика, то есть ты включаешь егошний ролик,
Да, всего-то 4 минуты. 4 минуты, что это такое? Это же пролетает вообще вот так, да? Раз, два, три, четыре. 4 минуты нет. Это вообще очень быстро, да? И ролики его начали из этого быстро смотреться, они короткие, они вот по динамике, да, он их записывает тоже, он как-то показывали, репортаж с ним снимали, что он их записывает, там тоже заморачивается все, но у него происходит именно в плане монтажа вот этот вот резня, то есть там, чтобы вообще прям секунду продохнуть, чтобы он тебя прям в течение 4 минут прям одна шутка за шуткой, короче, забивает, да, и в конце такой говорит, такой, типа, он говорит, ну, если вам, говорит, типа, понравилось, можете, говорит, не подписываться, типа, знаешь, вот так вот. То есть он провоцирует тебя на то, чтобы ты даже подписался, как бы, ну, такие дела делает. Но дело в том, то, что он у тебя между шутками там сильно нет таких каких-то пауз, чтобы ты, типа, а что я здесь делаю там, да, он не давал расслабиться тебе. И это, в этом-то весь и прикол. То есть держи человека, то есть держи зрителя, да, чтобы да, такое как бы в напряжении таком, да, чтобы он такие все там 10-15 минут, как бы, да. Конечно, не так всегда просто, как звучит, но стоит попробовать, и когда поймешь эту фишку, ты увидишь, что просмотры пойдут автоматом вверх, да, ну и, соответственно, рано или поздно YouTube тоже их подопнет. Потому что который ролик изначально первые пару дней не смотрелся толком, конечно, его тяжело будет куда-то дальше подпинывать. Это факт. Как-то так. Динамика рулит в этой теме сильно. Я не верил никогда, но посмотрел, то есть факты, вот эти, весь процесс, и это реально такая тема, то есть надо тебе как-то ну, в этом подвигаться чуть, потому что я посмотрел, но ролики такие можно сделать еще короче, и тогда будут они, как сказать, компактнее, динамичнее и больше затягивать, то есть чтобы вот этот вот человек больше находился от А до Я на твоем ролике, да. В этом вся фишка. То есть надо посмотреть, еще обмозгуй это все дело. Если вот так же будешь, допустим, второй дорожкой ставить какой-то музон, как раз вот у тебя есть шанс там под биточек где-то местами. Не всегда, потому что у тебя как бы в первую очередь у тебя стоит вот этот вот юмор на первом месте. Но если где-то будет у тебя делаться переход, как раз таки в этот момент, когда вот меняется какой-то там ритм там музыки или какой-то бас-удар, да, чтобы подходило. И это опять же будет свои плоды давать, потому что, ну, фоновая какая-то музыка есть, тоже присутствует, да, такая, ну, с басом, почему нет, ну, то есть с музыкой все сопровождается, попробовал, записал без музыки, да, сделай как-нибудь, попробуй видос сделать, где у тебя будет еще отдельная дорожка идти музыка, да, под нее подгони. Это, конечно, будет чуть-чуть работа, но оно того стоит, я больше чем уверен. Такие вот дела. Оно вроде бы так все кажется, да, вот, тяжело, конечно, когда вот ты начинаешь все вот это вот, первые шаги, да, я вот пробовал 3-4 программы, я сейчас уже даже не помню, и одна из них у меня, одна из первых такая осталась, где прям сидел, ты там строил вот эти вот пресеты, ну не пресеты, а вот именно вот эти все эффекты сам с нуля в каждом видосе, и это было также, ну, что-то похожее с премьеркой или с Вегасом, я не знаю, с премьеркой, скорее всего, похоже, да, и там прям реально надо, ну, тяжело было, занимало много времени. Из-за этого я перешел рано или поздно именно на вот эту программку, потому что простая в упрощении, там всем обращении, очень просто, да. И заманило меня, конечно же, тем, то, что я еще потом рано или поздно, когда я купил ключ, я мог уже потом как бы и здесь добавлять какие-то, ну, изменения делать в этих вот эффектах, там, да, пресетах. В бесплатной версии, как мне помнится, была такая штучка, что ты делал видос, у тебя такой логотип Мавави был в углу, если мне память не изменяет. Да. Было что-то такое, я помню, я начал тренироваться, и, соответственно, я такой раз видос заливаю, такой, смотрю, у меня там вот этот вот логотип стоит Мавави. Я это потом уже вот в будущем видел в интернете, когда люди заливали видос, какой-то там летсплей. Да, я смотрю, у них там Cinematic какой-то программа или Mavavi, смотрю такой, о, у человека нет ключа на эту программу. Сразу как бы, ну, можно распознать, да. Но это все такое дело, как бы ключ ключом. Сперва, перед тем, как сделать вот этот вот шаг, ключ, решение, что я буду оставаться с этой программой, то есть возьмите эту программку, там, недельки 2 поработайте, потренируйтесь,
чтобы понять вообще, нужна она мне или нет. Никогда не покупайте программку, тем более в наше время это все намного доступнее, где ты можешь, допустим, взять программку и реально потренироваться несколько дней, потренироваться и посмотреть для себя, ну, то есть, вообще смысл есть мне покупать на нее ключ на эту программу или нет. Ну, Олег, и, кстати, еще одна такая есть там штучка, да, наложение футажей, в общем, на Да, видео. да. В общем, вот, я имею в виду то, что, допустим, какой-то там есть у нас, да, там огонь или что-то наподобие такого, и ты просто берешь и ставишь его на дорожку, то есть крепляешь ее, и в конечном итоге у тебя картинка как бы то, что там находится огонь, да, и это Ну вот, допустим, рамка. наложение, да-да-да, Вот я делаю рамку. называется, Да, у нас да-да. есть, допустим, У тебя такая... там, по-моему, да, есть, я помню, там пресет такой был, там что-то наподобие огня, там еще всякие такие штуки. Да, ну там вот я вот такое. поставил рамку, огонь, и я ее... Она, к сожалению, ограничена по времени, но можно ее просто скопировать, этот файл. Нет, рамка, оно-то понятно. Я имею в виду то, что я говорю, имею в виду то, что про футажи, именно которые занимают очень достаточно такую большую область, наподобие там, может быть, какие-нибудь сакура, допустим, может быть, летит, короче, с листьев там, чтобы это как-то вот такое поставить там или что-то наподобие такого. Работа с футажами это называется, ну я так называю. Хороший вопрос. Ну, то есть разные объекты вот эти вот. Да, Сакура. но я нет. Вот эти ты имеешь в виду? А сейчас задержка. Вот такие вот штучки. Ну, когда ты будешь наложение картинки делать, ее ставить наверх нельзя, потому что я обращал на это внимание. Она ставится, получается, изначально вверх. Да. То есть вверх основная дорожка идет, и потом вспомогательно, короче, футаж, он у тебя должен находиться, короче, именно внизу этого таймлайна, то есть удвоено. Угу. Ну, здесь как бы, здесь футаж сложится прям на видео. Ну, вот какие-нибудь шарики вот я сделал сейчас, допустим, да. Он ложится на это, работает. И я его также могу здесь в свойствах сделать там, допустим, более прозрачным или более таким интенсивным. Так, секундочку. Вот есть, допустим, рамки. Мне нужно отдельно их вложить на этот. Да? Стоять. Ложись сюда. Так, сейчас я покажу кое-что. Рамки надо выше. Да, вот рамка. Просто у меня рамки, видишь, они в таком видеоисполнении, да? Если я рамку включаю, хотел продемонстрировать. Огонь такой пошел, да? С вот этими вот шариками. Вот такие вот штучки, я не знаю, самолетики. Но это как бы... И все-таки я вынужден настаивать. Попробуй скопировать, вставить. Блин, сейчас, подожди. Сейчас попробуем. Так. Ну, ты имеешь в виду вот эти вот? Это в разделе, фильтра. Я тебя, может, не понимаю как-то. Есть еще другие вещи. Я вставлял человека, которого была рамочка зеленая. Поправь меня, Хромакей, да? Хромакей, да? Да. У него, короче, было выступление, я тогда делал, в общем, работу, да, проводил там заказ. Там, в общем, он выступал, короче, шоумен выступает, допустим, да, и я такой, думаю, дай-ка попробую, короче, фон огня, допустим, там. У тебя просто там есть фон огня, я просто видел, и я просто беру, короче, и накладываю, нажимаю там наложение, да, верхний, короче, видеослой, то есть это, в общем, он сверху типа шоумен, получается, стоит, а в основной фон огня. Да. И примерно они интересно берут и как бы и складываются просто вообще замечательно. Вот именно я вот про эти футажи имел в виду, то есть
Я их тоже неоднократно использовал для работы. Угу. Бывало, то есть в Ютубе можете спокойно набрать какой-либо футаж, да, и он как будет у вас как под действием. Но это, видите, как бы, ребята, это надо показывать же ведь. Да-да. Как-то, может быть, как-то уделишь мне время, просто то, что я бы сейчас это показал бы, как бы, как это все работает. Да, секундочку. Что-то я тут ссылочку хотел. А почему она не открывается? Ссылочка, Джастин писал. Нет, я ссылку маркировать делаю, ссылочку, но все равно не открывается. Господи, что такое? Что с этим компьютером-то? Да, ставить. Ах, так, что это у нас такое здесь? Ссылка открылась, непонятно что. Да, господи, имеет какой-то YouTube. Нет, Just открывается какая-то тема непонятная. У меня здесь столько всего понаоткрывалось, но не то, что не по нашей теме, к сожалению. Я до сих пор не могу понять, что такое. Ребята, я на пару минут отойду. Да. Все лицензионные, вот Just, все круто же. Mava Vegas, там нарезка игровых моментов. Да, это нарезка, конечно же, интересная штучка, надо тренироваться. Просто кто-то у нас был там, Vegas, у нас есть один парень, он в Вегасе там шарит, я посмотрел. Я пробовал, мне что-то как-то, ну, надо там посидеть. За это была простая в обращении. Первая программка, которую я прям тяжело, прям меня прям убивала, я с ней больше года проработал. Все пытался, она мне подкупила, что там была лицензия, в принципе, недорогая. Там именно под звуки Far Cry. Да, я не нашел, я говорю, ссылочку поставил. Она меня почему-то... Мне там какие-то вообще вылезли такие-то интересные вещи. Нарезка именно под музыку. Напиши, может, Just, какой канал посмотрим. Я, может, по каналу как-нибудь найду, я не знаю. Так, футажи. А здесь, в принципе, они в последнее время доработали много чего. Ну, я знаю, о май год. Я вот сек. Посмотри название канала, может, какой-нибудь, я не знаю. Иначе ничего не получается. Я пробую, а она мне тут такую тему выкидывает. Ну, не то. Не то. Я не знаю, что с ним делать. Так, что у нас тут еще? Так, ну вот эти вот мы как бы оставим. Вот это убираем. В Discord скинул, да, в Discord. Секундочку. А, так это ты нарезал прям? Да, точно. Во. Да, точно. Сейчас давай увеличим. Подожди, какой там где? Так, 5.39. Вот, наверное, за это авторка. Так, 5.39. Смотри. Видишь, нарезал, да? Что-то вот такое, да? Вот это как раз таки, такие вещи я как раз обожаю, да?
Здесь, конечно же, не комедия. Ну, с затуханием был такой переход. И уже сразу смотришь, затухание раз. Видал? Затемнение было. А? Да, затемнение было уже не одно, но сейчас как раз таки вот эти выстрелы у него прям под бас, прям под биточек, прям как я этот вожуха. Вот эти как раз таки такие классно. Это не я делал, это делал Just. Забегите, прямо я вам ссылочку в чат кидаю. Вот такие вот нарезочки делать будете, пацаны, будет все круто. Я вот прям обожаю такие вещи делать. Ну, то есть, а как обожаю? Я тренируюсь к этому, иду, пару делал таких, да. Супер. Очень-очень интересная вещь. То есть, вот сейчас я прям вернусь. Вот мне момент понравился 6 минут. Так, увеличим его еще раз и включим. Охрана здесь, да? Да, я тут. Ну вот, смотри, еще раз. Задержка всего 5 сек, но я подожду чуть-чуть пока. Олег, класс. Да, вот это вот, видишь, Александр сейчас с нами находится. Вот посмотри, как нарезочку делает, да. Ничего, в принципе, сложного нету. Здесь просто музыкальная дорожка. Подгоняйте под нее. Да-да. Сейчас вот прям под бас. Раз, бам. Прям бас. Подготовочка, да. Подготовка. Сейчас похожие видосы даже есть с творческой студии Ютуба. Ну вот это прям, видишь? Это не я, это Just. Я так раньше тоже делал, Снайпер Элит. Заходите, ссылочка в чатике. Соответственно. Я вам прям ссылочку в закреп поставлю. Зайдите, напишите комментарии. Подпишитесь на канал заодно. «45-й лайк». 128 просмотров только. Ну, сделаем больше просмотров обязательно. Сейчас тебе покажу прям сразу вот такую штучку, похожую. Так, плейлист. Нарезка. У меня есть тоже нарезки, но я как бы, поскольку я только тренируюсь, и будет, конечно же, больше. Так, вот, нарезка драйвера. Это, конечно, то еще дело. Если что, чатик, кого пропустил, я обязательно... Опять же, я вначале оставил разговорный чуть-чуть, да? Да не, дело это не в рекламе, дело просто... О, Даш, привет! Все, ушел.
Но не страшно. В принципе, Веном, взрослое детство, привет. Веном, да, Веном стримит. Даш, привет. Разный свой способ стрима. Я в том году играл, записывал, делал такие тоже нарезочки. Пример хороший, пример отличный, пример такой вот показывает. Что? Что? Да ладно. Опять на вот этих вот старых американских машинах ездить. Все показать, вот, допустим, вот когда в музыку мне... Ну-ка, где музыка? Это была финальная такая тема. Чё звук такой слабенький? Где звук? Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Такс, по кайфу. Да. Музыку берешь, слушаешь раз 10 в голове, представляешь, что и как будет выглядеть. Да, я про то, что нельзя бездумно пить, должно соответствовать музыке. Да, я это вот тоже начало делал такие, начинал, потом смотрел, много смотрел таких видосов еще, да. И потом, в принципе, вот подгоняешь, более или менее собираешь. Я несколько дней убил только на поиск трека в сервисе NSC. Я тебе верю, да. Не забывайте, конечно же, потому что дело такое. Все же, конечно, это хорошо, но, да, если трек будет, опять же, неправильно выбрано, это будет связываться все, да. То есть музыка это одно. В данный момент ты такой сам себе режиссер, то есть надо смотреть, конечно же, жанр, да, то есть музыка, вот это все, динамика. Опять же, если, допустим, вот как мы до этого было такая ритмичная, да, и, соответственно, у тебя движения в кадре такие же по скорости, да. И если какие-то там спокойные какие-то кадры, такие без резких передвижений, музыка должна быть подходящей. То есть ты не можешь там какую-то динамику гнать, если у тебя там в кадре вообще романтика происходит, ну, само собой, да, это надо смотреть. И да, музыка такая составляющая штука. Я, бывает, тоже сижу. Сейчас, конечно, уже попроще стало, но все равно иногда бывает такое, что начинаешь монтировать, вроде бы поставил трек, но он тебя все равно не устраивает, и через день-два переделываешь и меняешь даже трек, именно звуковую дорожку, потому что тебе он вообще не подходит к этой теме, как бы, да. Ну, что поделаешь. Как-то это так работает. То есть бывает такое, да, и как бы ты должен сам смотреть, то есть подгонять динамику. Есть динамика такая присутствует в кадре, да, то есть какие-то быстрые передвижения, соответственно, ты должен и подгонять музыку под эту всю тему. Если у тебя там прям медленно, все романтика, все спокойно, без всяких там этих резких движений, то и музыка так поплавнее должна быть, там меньше бита, такого баса какого-то разрывающего. Ты не можешь там включить прям, чтобы тебе бас там по голове бил, а на самом деле в кадре там романтика, поцелуйчики, как бы, но это не соответствует будет реальности, и как бы мы видим глазами, но любим это все ушами. Если музыка не совпадает картинке, то, соответственно, и зритель скажет, ну, до свидос. Вы сейчас видели живой пример, когда Just, допустим, вот несколько дней, говорит, убил на поиск музыки. Я ему верю, потому что я сам, бывает, сижу, перерою библиотеку, и поскольку мне неохота, чтобы там с какой-то авторкой было это все связано, это все смотришь, перепроверяешь, и да. Как бы
бесплатные сервисы, она не всегда такое, что, ну, с авторкой там, да, и как бы начинается вот это. Но, опять же, вот были классные треки в последний год, и мне кажется, в январе было обновление на творческой студии Ютуба, где прям тебе YouTube предложил прикольные, интересные вот эти вот треки от группы, где прям присутствует динамика, присутствует бас для динамичных таких вот роликов, где ты прям мог взять и проблем не было, и, соответственно, уже что-то с этого собрать, которое прям, в принципе, будет приятно послушать, и под динамическую картинку собрать, ну и без авторки, соответственно, да. Ну, есть, конечно же, сервисы, есть сайты, можно смотреть, можно где-то подписку сделать, там еще что-то. Есть треки, которые, в принципе, за авторку тебе ничего не будет, тебе нужно просто указать исполнителя в описании под ютубом. Определенные условия, но все это есть, все это работает. И да, несколько дней убил, это в принципе, это нормальная тема. Я такие вещи, как бы, я вот тоже все поначалу количество, но теперь из-за чего я лучше буду раз в месяц выпускать ролик, который 20-30 минут, но он зато будет приятно смотреть. Но опять же, у меня в монтаж уходит очень много времени занимает монтаж. Потому что, как бы, запись происходила давно, не было такого плана, я расту со временем, учусь со временем. И что я сейчас, на данный момент, с вот этим вот мировоззрением, что я сейчас бы записал, как я бы записал, какую картинку бы, да, с какой камерой, с какого угла, с какой стороны. Год назад этого не было. И некоторые кадры, которые я сейчас монтирую, они еще были записаны в том году. И это все меняется. То есть я за полгода каких-то навыков набрался, но я еще такого ничего не записывал, как бы, да, и приходится делать с того, что есть, но благо есть такие программки, которые, в принципе, простые в обращении и помогают тебе как бы делать из того, что есть, более-менее адекватные картинки. То есть ты здесь можешь там какое-то сделать движение в кадре, там какое-то приближение, какое-то там, я не знаю, перемещение. Даже если кадр такой более-менее на месте стоит, какой-то стандартный, стационарный, то есть никакого движения не присутствует, можно как-то все равно кадр пустить в движение с помощью этой программки. С помощью любой программки, то есть сейчас никакой уклон я не делаю ни на какую определенную программу, а именно, что это все можно сделать какими-то монтажными вот этими мелкими решениями, которые, в принципе, тебе помогут потом, чтобы твой влог, твоя нарезка какая-то там под музыку, там под бит или просто нарезка выглядела динамично, эффектно как-то, и чтобы, ну, как вот я тебе все время в храм за это, что ты берешь за руку зрителя, и он с тобой там на протяжении твоих 10-20 минут. И опять же, чем больше твой как бы видеоконтент по длине, то есть тем тяжелее тебе сделать вот это вот удержание. То есть иногда вот эти вот 7-8 минут, которые говорят, вот, коротко там, да, но зато 7-8 минут они были динамичными, человек провел их с тобой, было круто, да, он посмотрел контент и был от А на Б с тобой полностью. Так, блин, я вот... Кстати, как звук нормально, все еще ничего не изменилось такого, да. Я что-то забыл одну вещь сделать. Сейчас, когда мне дошло, я сижу. Вот, смотри, Олег, я тут еще одну тему, то есть там интересная вещь, короче, есть у тебя клипы там, да, там, например, огонь, да. Да, Если давай. если его поверх дорожки разместить, то вы классный, короче, кадр получаете, типа что-то, возможно, у вас горит, или по возможности у вас, Да, сейчас. скажем так, и это вы выполняете путем наложения, когда оно накладывается, но также автоматом накладывается именно поверх кадра, Да. и вы получаете сочный огонь. Вот то, что я сейчас как раз и тоже сделал, я могу даже сейчас продемонстрировать, если Олег не это. Не-не, я тебе покажу сейчас просто даже, что ты имеешь в виду. Конечно, Да, покажи вот эту продемонстрировать можешь. Вот, допустим, у меня есть эксплозион, то есть взрыв какой-то. Вот. тему. Сейчас. Вот, допустим, взрыв. Да, взрыв. Или Нет, я не про эту вещь говорю. он движется. Это в движении все, он анимированный. Подожди, сейчас тебе покажу. Огонь. У меня где-то еще огонь был. Секундочку. Хоррор.
Здесь страшилки. Фантазия. Вот. Огненный шар. Видишь, он тоже движется. Он в анимации. Поверх. Вот так вот, допустим, на колесо положил. Смотри, у нас ролик идет. И вот так, смотри, включаю видос. Видал? Нет, что, задержка чуть-чуть была. Нет, я видел, но, Олег, это не то, что я Не- имел в виду. Да, ну, давай, покажи. Подожди секундочку. Значит, А, ты имеешь в виду именно через хромакей зеленым, чтобы было вот этот, через этот фон? Нет, не через хромакей там идет. Там можно клип. У тебя есть вкладка клипы. В общем, вот зайди на клипы. Клипы, да. Вот этим вот имеешь в виду? Должна быть, это определенно. Она либо в плюсе находится в первой вкладке. Ты имеешь в виду вот это вот? Про этот огонь ты? Вот так вот. Сейчас, подожди, я просто не вижу сейчас. У меня Вот я это- тебе его оставил уже. Вот он. Ты про это? Ну, здрасте, хорошего стрима. Серега, здравствуй, резидент, наконец-то. Наконец-то. Да, вот огонь, и он накладывается. Да-да. на Ну, ты про это ты поверх, имеешь в виду? да. Да, конечно. Он накладывается поверх. Ты его также... Да, ты да. его можешь вот Да, так вот также- растягивать. Также можете, ребята, также брать футажи с Ютуба, также спокойно загружать, если что-то такое, что-то интересное или там. Угу. У меня, я, допустим, сталкивался с такой темой. Я тогда подготавливал видео, короче, на летний лагерь, и там были занимались айкидо, ребята. И они так делали, ну, как объяснить? Они плавно так занимались айкидо, что там музыка ритмичная, она вообще, ну, не подходила на самом деле. Ну да. Вот, и я взял, в общем, ну, я такой думаю, ну, Смотрю бля, тебя. двигаются, допустим, как летящие листья сакуры, да. Да-да. Потом пошел, взял в Ютубе, нашел летящие, парящие листья сакуры, добавил их, то есть поверх кадра, и получилось прикольно, классно. Конечно. Плюс еще музыку добавил такую, как бы что-то такое связанное с японским таким форматом. Такие штучки я, допустим, докладываю. У меня есть картинки в движении, да. Есть и короткие клипы я делал. Я вырезал сам. Есть еще... Подожди, здесь у меня было? Нет. Блин, сейчас не найду, наверное, так быстро. Вот они есть, ютубовские, которые в движении, гифы. Я беру иногда. Вот, допустим, есть картинки, которые просто не как фотографии ты выкладываешь, а именно как гиф называются. Жду всех в гости, да, Серег, мы тебе обязательно забежим. Я тебя понял, это картинки, да, получается? как Гиф, бы? да, но гиф они картинки-то, которые в движении. И это как раз таки, Движение. да, это как раз таки вот это вот, я как-то видел вот такой приемчик небольшой. Там положение, наверное, идет по-любому, также поверх кадра оно идет. Да, конечно. Потому что по-другому, ну и как еще? Не-не, они накладываются в кадре, но они накладываются в кадре именно по смыслу. То есть есть какие-нибудь приколы там, да, когда я начинаю рассказывать, у меня там где там кто-нибудь в гифках там смеется, или там прям какие-нибудь штучки, которые именно по смыслу этого идут, клип Нет, твоего. я понимаю, да. И я вот эти гифки там накачаешь, они бесплатные, как бы, да, все, и ставишь их как там, они в основном очень короткие, очень мелкие в размере, да, и это как бы все упрощает ситуацию, но именно что они по смыслу там более-менее должны подходить, и тогда как бы они уместны. Я это видел, прием такой, думаю, почему бы не попробовать, то есть не просто вот эти вот смайлики, эмоджи ставить, да, а именно вот эти гифки ставишь, движения, и особенно если гифки каких-нибудь там известных людей, какие-нибудь, знаешь, как вот эти вот модно, вот эти мемы, да, вот это мемы называются, вот эти вот прикольчики. То есть вставляешь его там по смыслу и нормально. То есть много понимают, кто вот эти, особенно из молодого круга общения, то есть молодежь, мемы-то все равно, все там интернет, все дела. И как бы вот эти вот берешь такие вот штучки и вперед. И работают они, в принципе, даже очень неплохо, и смотрится тогда твой влог, видос твой, да, совсем по-другому. Здесь как бы футажи вот эти, здесь уже они изначально есть, да, здесь много разных, то есть вот здесь, допустим, есть как огонь горит, да,
Вот так мы его прям, опять же, под размер подгоняем видоса, да, и вот так вот показываем. Здесь он, видишь, перекрыл, он весь экран занимает. Есть огонь, который прям именно что, ну, он ложится, да, и как бы горит твой кадр. А есть полностью, который закрывает, но это, конечно, опять же, на вкус и цвет. Или же, вот как вот у меня вот рамка есть вот такая вот, да. Ты под эту вот рамку, как вот телеведущий, да, ты подгоняешь, то есть свой кадр и вставляешь его в рамку. Видишь, там у тебя зеленый такой хромакей. Сейчас я покажу, сейчас задержка пройдет. У тебя есть вот такая вот, допустим, уже подготовленная, это от Movavi такая штучка. Здесь у тебя, видишь, зеленый такой квадратик. И здесь ты можешь взять зеленый квадратик, вставить свой видос, который там, допустим, да, ты считаешь нужным. Но опять же, его там подгоняешь по размеру, там, да. То есть, как хромакей у тебя, он там зеленый изначально выполнен зеленым таким этим фоном, да. Я как-то в одном видео делал и подгонял его туда. Just Go Game, конечно, жду всех в гости. Стоп. Почему стоп? Skype, Resident достримил. Да, я, кстати, достримил-то Резидента, достримил. Серега, у меня вопрос. Ты только на второго стримил или все-таки на ютубе тоже показывал? Почему? Хромакей есть, конечно. Есть. В хромаке здесь вот. У него есть так же самая пипетка, вот эта вот, да. Зеленая. Ты можешь так же самое менять ее на красный. Там, да, вот. Я поменял на красный. У меня, видишь, фоновый цвет, который видал. Он тоже сейчас, задержка покажет вам. И он как бы... Есть. Хромакей всегда меняет. То есть берешь эту пипетку, как в фотошопе каком-то, видишь, у тебя задний фон у меня был красный, я поставил на красную пипетку, да, и, соответственно, видишь, что получилось. То, что у меня было изначально студийным этим, да, теперь там все как кадр. А зеленое это осталось. Все меняется. Все абсолютно ты подгоняешь по свой вкус и цвет. То есть здесь также выбираешь, да, края, насколько будет поглощать, насколько закрывает. Цвет, вот, пожалуйста, видишь, красный. Есть изначально студийный красный фон. Ты его потом берешь на вот этот вот, делаешь красный, хоп, и у тебя все, что было красное, теперь уже не красное, а именно то, что у тебя видео заложенное, которое, да, фоном. Такой приемчик. Берешь футаж огня, который непрозрачный, меняешь цвет хромакея на черный, и будет тебе профит. Вот. Берем, выключаем это все дело. Сейчас покажу. Прям вот здесь, прям поскольку мы уже здесь, показываем живые примеры, чтобы потом не было лишних вопросов. Если будут вопросы, конечно же, пишите в комментарии. Делаем теперь хромакей. Да, теперь выбираем цвет здесь. Ну-ка, цвет. И вот цвет мы выбрали, и, соответственно, уже у нас там, что вот этот цвет был, в кадре появляется, да. Но это, опять же, я взял черный, надо взять там красный там или что там поменять. Это уже сам ты подсматриваешь, да. То есть сейчас вот такой фоном взял, я на черный цвет нажал, у меня вместо черного это скорострел. Все делается. Здесь можно на вот этих вот футажах, допустим, в самый низ информация от этого файла, и здесь стоит, допустим, формат, move, да, и вот все об этом. Да, и такие вот штучки можно, как Вахрам говорил, уже в интернете прям взять и дополнить, как бы, да, себе. И можно будет уже с этим работать. Здесь есть много всяких интересных вещей. Конечно же, есть всякие вот такие футажи для скачки. Разные, да, просто кто-то там, допустим, ну, хочет за это даже деньги потребовать с вас, но, в принципе, такие вещи в наше время можно найти в бесплатном доступе и пользоваться именно все 100%, да, то есть это здесь половина, что вы здесь видите, это были уже в изначальных таких настройках Movavi, но, опять же, зайдете там в Гугле, допустим, можно скачать, и потом уже здесь пользоваться под свой вкус и цвет, поднастраивать его и вперед. Вот, допустим, как вот эта вот лента. Здесь у нас черненькое все. Вот видишь. И она как бы... Формат, тот был видео, надо полностью менять. А этот формат PNG кодек.
И PNG как раз таки он хорошо работает, то есть он берет только определенный объект в кадр, да, вот этого PNG, он как бы формат вот этой, там с маской подразумевается, да, его намного проще. Вот видишь, допустим, я взял футаж вот этот вот, где ленточка изначально, вот кинолента, видишь, такая, все остальное черное. Да, я вижу. Да, и этого футажа у него формат PNG стоит. И когда мы его вложим наверх, то есть получается у нас все-таки фоном видос, и вот такая штучка получается, то есть уже когда на таймлайн, если мы включим, у нас лента поверх этого кадра лежит, то есть мне там даже хромакей ничего вставлять не надо и закрашивать не надо, да. Ну, здесь я уже, конечно же, я могу смотреть, опять же, сделать двойной клик на футаж и здесь добавить какие-то эффекты прямо на него, или, допустим, когда его могу показать, здесь вот развернуть, то есть это же получается у нас как видео такое, да, я добавить могу скорость. Или его, вот, допустим, вот насколько он прозрачно будет выглядеть в кадре, могу менять. То есть 100% он вот здесь, 50% он вот только наполовину прозрачный. Соответственно, свойства вот эти все обработки, они все здесь также присутствуют. То есть положил бы я здесь второе видео наверх и как бы его дополнял, да, как кадр в кадре, да, вот такой видос. Или же все-таки, ну, какой-то вот такой футаж, разницы, в принципе, сильно в этом нет. Единственное, здесь я когда первый раз положил на таймлайн на второе у нас какое-нибудь видео, и мы здесь, он уже здесь в плеере обрезанный, я могу сделать кадр в кадре. И вот такими вот небольшими штучками, так раз-раз, получается, я его стянул, маленький сделал кадр, и теперь могу его перемещать куда мне угодно. То есть, ну, это уже старый такой прием, сейчас таким мало кто пользуется. Даже если вделить области через хромакей, модно вставлять кадры в ленту или заранее сделать JPEG-кадр, чтобы вставлять в пленку. Да, это да. Ну, такие короткие, я такие делаю вещи, допустим, когда я вставляю кадр такой, как бы типа фотографии на пару секунд, ставишь к нему еще тон. Сейчас вам покажу. Кстати, у меня есть такой здесь. Он уже по умолчанию есть в программе. Тон. Вот этот тон такой. Как щелчок кадра, как фотоаппарат. И с этим, конечно же, очень приятно работать будет потом, когда ты ставишь такой короткий кадр. Типа скрина или просто какую-то фотографию, и такой щелчок делаешь, как будто это вот только что сфотографировал, да, и это будет намного интереснее и красивее выглядеть, когда это именно будет сопровождаться вот этим тоном, да, вот этого щелчка фотоаппарата, чем просто ли какой-то показался кадр и все, да. Так, ну вот такие вещи, которые, в принципе, видишь, дорабатываются, обрабатываются. И, опять же, да, как футажи ты упомянул, ну, ты любишь такие вещи добавлять, они как бы, они есть в открытом доступе. В большинстве программ, конечно же, есть какие-то футажи уже есть в оригинале, там, в заводских настройках, или же докупаются, но я не стал бы изначально, говорю вам, если вы какую-то берете новую программу, абсолютно, то есть лучше всего поработать с программкой недельку-две в тестовом режиме, прям чтобы посмотреть, реально пойдет она вам или нет, и потом уже какие-то покупать лицензионные ключи и так далее, потому что, ну, будет, конечно же, печалька, если вы взяли программку, поработали с ней 2-3 дня, уже купили ключ лицензионный, но она вам никак не дается, вы проводите много времени при монтаже, и это да. Монтаж, конечно же, будет забирать времени у всех много. Но или будете вы делать это по кайфу, то есть вам это нравится, или вы будете сидеть 2-3 часа, и у вас никакого от этого выхлопа нет. То есть, если вы за 2 часа только 1 минуту нарезали еле-еле, и то не продвигаетесь, то, скорее всего, вам надо просто найти какую-то другую программу, надо искать другой выход из положения, чтобы прям это было намного быстрее проходил процесс, иначе это все будет скучно, нудно, и вы рано или поздно откажетесь от монтажа, скажете, это не мое, хотя, скорее всего, может быть, просто программка была не так проста в упрощении для вас, или наоборот, вы увидели какие-то там сложности, или прям какой-то интерфейс вам не понравился. Ну, всякое бывает, то есть все мы разные, из этого есть и тогда изобилие программ, интерфейсов и так далее, да, то есть привыкнуть можно, да.
нужно пробовать себя в каких-то этих. Ну, если же, конечно, изначально, что это монтаж-то не мое, то есть я поиграл и все, тогда да, зачем вообще покупать и браться. А так, в принципе, вот Вахрам говорит, футаж берешь, я не знаю, ты скачивал уже много таких футажей, как ты вот... Да, да, было дело, конечно, для работы, для заказов тоже это я делал, чтобы как-то вот именно показать какой-то там. У нас просто сборы, короче, в лагере были там Мгм. по боевым искусствам, и я вот делал, в общем, видео, Но выкладывал его. да-да, это я понял уже, но я имею в виду, ты в своих каких-то роликах уже какие-то определенные футажи добавлял, использовал, были у тебя какие-то такие... В Ютубе нет, это такого не делал, а вот когда я, в общем, у меня канала не было, и я где работал на человека, да, такое было. Понятно. Ну, то есть уже есть какие-то первые ознакомления с с этой материей такое, да, просто программы разные, говорю, вот кто-то пользуется одной программой, кто-то другой, и кто вот пробовал кроме одной программы, то есть кто пробовал работать несколькими, он, конечно же, поймет, да, то, что у каждой программы есть свои плюсы, свои минусы. Ну, вот Александр, кстати, пишет, Олег, как откажемся мне, если что, про Португалию заливать видео. Вот про Португалию, Александр, возьмешь музычку хорошую, сделал такую, прям, чтобы она такая была подинамичнее кадра. И, соответственно, пару обучающих роликов могу тебе как-нибудь отправить или посмотреть, что там, как, почему. И, в принципе, тренируйся. По комментариям, по просмотрам увидишь, что зашло, что не зашло. Я как бы так на это и смотрел. Ну и опять же, смотрел много очень обучающего контента. И как бы я не профессионал, я так же само учусь, как каждый из вас. И сегодня вам пример еще один, ссылочка в закрепе стоит. Just как бы сам тоже тренировался, искал долго музыку и видим результат, как бы видос небольшой, но динамика присутствует, да, и приятно смотреть. То есть и музыка такая четкая, да, и это да, то есть здесь как бы, как и в хорошем влоге, качество звука, бывает качество картинки не очень, но качество звука должно присутствовать. То есть даже если ты потом, ну, одним глазом смотришь, но если тебе звук будет не очень, там что-то будет хрипеть, шуметь и так далее, ты все-таки не будешь что-то досматривать. А если будет звук нормальный, а картинка так себе, все равно, ну, тебя звук удержит, потому что слух все-таки, да, это такая вещь. Видел я такие видео, где прям картинка не очень, но поскольку там был очень четко настроен там микрофон как-то, ну, даже, может, не четко настроен, но просто, что хороший микрофон был, хорошая подача звука, и уже как бы она тебя затягивала, чтобы остаться посмотреть, и это, да, от корки до корки. Такие вот дела. Звук рулит. В первую очередь звук, потом картинка. А если вот мы здесь вот через вот такие вот программы берем, какие-то эффекты добавляем и делаем эту картинку динамичнее, красивее, как бы, и это нам и дает вот этот вот, да, удерживает нас как бы на том, чтобы этот ролик посмотреть от корки до корки и, соответственно, просмотр, да, и все так далее. Это только так и работает, да, то есть соблюдаем какую-то... I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I... То есть какая-то такая динамика, чтобы присутствовала, да. Сейчас... Тут еще то, что динамика, тут еще и то, что смысловая концепция, допустим. Ну, если клипарики делать, то да, там нужна, короче, да, динамика именно под звук, там, да, там. Чтобы... Она у тебя тоже нужна будет. Динамика, она везде присутствует, своя определенная. То есть экшен динамика, понятное дело, она будет сопровождаться вот такими вот какими-то динамичными, прям, чтобы именно звук. В твоем случае тоже она в любом случае она должна быть, чтобы именно вот это вот удержание, то есть чтобы держать зрителя, да, что сейчас что-то произойдет, знаешь, такое вот, то что сжато. Ну, я делал так же тоже, как бы, чтобы с минимальной паузой. Да. Пауза вообще, можно сказать, как-то в определенных моментах прям надо прям делать так, чтобы ее даже почти там и не было, не присутствовало, да, и потом чуть-чуть вроде бы, как знаешь, такими
Я у одного смотрел, мне один хороший человек показал прям такой пример. Они делают прям клипы для каких-то продакшенов там, да, они делают фильмы, записывают. И такая, знаешь, как я после этого запомнил это хорошо. Они рисуют такую, ну, как параболу, такую линию рисуют, вот как не кардиограмма, а вот как американские горки. Знаешь, когда у тебя горка вверх волна, а потом вниз. Вверх, вниз, вот такая вот, да. То есть вот такими полумесяцами все время. То есть у тебя такие, чтобы ты поднимаешься, вроде все, экшен, так раз, 2-3 шутки такие выстрелили, прям одна за одной, прям, да, без паузы. Потом раз, такой чуть-чуть спад, и такой думаешь, зритель такой, все, я такой, типа расслабляюсь, и потом тебя опять хватает, и опять бах-бах-бах. То есть такая вот волна должна идти вверх-вниз, потому что если ты будешь там жечь, допустим, на протяжении 3-4 минут, а у тебя ролик 20 минут, потом у тебя будет 5-минутный такой спад вниз, и это будет жесть. То есть на этих 5 минутах, скорее всего, ты просто-напросто потеряешь вот это удержание на клипе, и рано или поздно его выключат, не досмотрев до конца. Ну, только об этом, да. Я раньше тоже такой, блин, у меня было такое, что и какие-нибудь определенные моменты классные, но они были где-то, знаешь, не в начале клипа, а в середине или в конце. Были большие, присутствовали вот эти вот паузы. И вот это все со временем стало вот компактнее, вырезаться. То есть, я тебе говорю, у меня 2 часа материала, а то и 2,5 урезаются в 25-30 минут. Прям жестко. Не всегда эта пауза хорошо. Некоторые паузы я сопровождаю как раз вот эти вот минута-полторы, а то и 30 секунд, где вот эта вот динамичная музыка, где ты ничего как бы не говоришь. То есть не так, чтобы ты включил видос, и у тебя 10 минут подряд вот этого, да, чтобы вот этого не было, потому что, ну, ты через 3-4 минуты тоже надоест это все смотреть, и все выключат так же. А именно, чтобы ты там, допустим, 2-3 минуты активно, а потом раз какая-то там музычка, динамика. В твоем случае там стрельба-пальба, как смотришь, да? Хорошо, если 25. Да-да. А то и 25-то не будет. В том-то все и дело. Just с тобой абсолютно согласен. У меня такой был один видос, где было 2 часа 20 материала, а у меня даже в 20 минут не вылетело. У меня порой 24 часа превращаются в 8 минут. Ну да, но потому что ты в динамику, во-первых, идешь, во-вторых, у тебя там без звуков, то есть под музыку, это все такие вот. А если ты, как вот бывает, знаешь, записываешь, как вот ты проводишь какое-то прохождение, и ты сидишь, 10 минут играешь и сильно ничего не говоришь. Как тебе с этим быть? Вот сам понимаешь, да? То есть ты же не можешь это оставить себе на видео. И это будет прям, ну, скучно, неинтересно смотреть. Просто тебе надо смотреть иногда это не только с твоего мировоззрения, а именно со стороны зрителя, который первый раз к тебе пришел на канал, особенно не твои уже подписчики, которые знают, как ты с контентом работаешь, а именно как будто ты вот ты должен себя ставить на то место, когда при построении своего вот этого контента, да, именно вот этой нарезочки, как будто ты вот приходишь первый раз на канал и с такой, так, а что здесь такое, да, то есть смотреть это совершенно свежим каким-то взглядом, да, как будто, ну, ты не знаешь этого человека, не знаешь этот канал, и ты с ним начинаешь только что знакомиться. Ну, то есть тебе надо где-то в этом направлении двигаться. С переходами не мудрить, то есть переходы только там, где они нужны, немного. Если ты меняешь сцену вообще прям напрочь через что-то другое, просто затухание какое-то сделал, это будет намного красивее выглядеть, чем какие-то там кубики полетели вот этих переходы 90-х, знаешь. Ряда есть еще других каких-то вот этих решений. Попробую в следующий раз вот эту штучку. Я ее попробовал, в принципе, на больших влогах. Я ее очень таки активно делаю, на компьютере принимаю. То есть по несколько секунд в начале видео о том, что будет у тебя дальше. Да, чтобы уже ты зрителя сейчас вводишь в такой заряд, чтобы они ждали вот этого, то, что они увидели в начале, такая превьюшка, да, в начале твоего видоса. Попробуй как-то вот это вот к себе, ну, понравится тебе, нет, я не знаю, но это должен сам ты смотреть, просто ты этим зрителя как бы вводишь в такую интригу, да. Это, ну, я посмотрел, много кто делает, это работает, в принципе, работает, когда я смотрю, допустим, влоги каких-то других больших уже ютуберов и не только, и, в принципе, неплохая вещь. Просто что, опять же, я
делаю сейчас вот с того времени, как я посмотрел вот про динамику, вот эту всю движуху, именно в упор делаю на том, что вот краткость сестра таланта, то есть я лучше теперь буду еще кратче, то есть там, ну, не 40 минут видео было, не час, а именно чтобы там покороче, но прям, чтобы ты вот был в такой-то, да, не расслаблялся, чтобы зритель тебя на полпути не бросил и как бы не выключил такое видео, да. Опять же, надо какие-то приемы посматривать в эту сторону. Потому что, я не знаю, ну, это чисто сугубо мое мнение. Я говорю, я смотрю также контент какой-то обучающий, я сам учусь, и все, просто делишься каким-то опытом здесь с вами, и больше ничего. То есть мы также, я учусь, как вот другие все учатся там, да, смотрят какие-то видосы по настройкам. Вот у меня вот 2 дня были, смотрел тоже обучающие видео там с АБС связанные, с монтажом, конечно же, тоже не забываю. Не знаю, как ты смотришь какие-то, у меня, кстати, к тебе вопрос сейчас, вот в данный момент. Ты смотришь какие-то видео обучающиеся именно в плане монтажа? В последнее время или нет? Или это все-таки мимо Ну, стороной? я учился на монтажера. Я получил, короче, этот доступ, в общем, как бы уже так, аттестацию. Мгм. Вот. Ну, после этого, да, бывает там что-то интересное, что-то зайти посмотреть, бывает, да, смотрю. Мгм. Ну, то есть, видишь, я все-таки поддерживаюсь такой позиции, там, век живи, век учись, то есть, потому что у нас вот эта вот цифровая, вот эта вот дигитальная вся тема, она идет вперед, и за Ну последние да, 3 года так. видишь, как бы сейчас затронем то, что ну, как бы лучших, прям всех лучших не бывает, да, и при Нет. этом все равно надо, да, стараться идти, как бы и учиться, да, чему-то новому. Все равно, как бы. Да. Ну да, просто я говорю, вот, что я вот 4 года назад первые какие-то шаги делал, там, да, в плане, то есть я там не влог записывал, а просто какие-то видосы нарезал. И я смотрю сейчас на это, думаю, блин, такая, ну не очень, как бы, да, это вообще не то. Но опять же, это первый опыт, думаю, ладно, оставим, пускай она будет. А уже когда начал записывать именно, что прям сам там появляться где-то в кадре начал и так далее, это уже был опять же, опять новый опыт, который повязал с собой еще много других вещей. Просто, и опять же, вот этот вот, как они говорят, тренд там, да, вот эта вот тема, вот это все меняется со временем. Что 2 года назад монтировали было клево, сейчас как бы опять перешло в какую-то в другую степь, да, непонятно, но век живи, век учись все равно. То есть вот эти вот какие-то продвижения, да, там посмотрел, здесь посмотрел, оно все равно, я не знаю, но будет. О, привет, лисичка, здравствуй, тебе тоже отличного настроения, всем привет, здравствуйте, всем здравствуйте, Юля, здравствуй. И говорю, вот в плане того, что, ну, развитие какое-то, да, то есть я для себя тоже как каждый день что-то там нахожу, лапку вверх поставил. Спасибо большое, пыськи. То есть развиваемся. Ну да, я, видимо, не развиваюсь, потому что мне все нравится, что я делал. Видная идея и подача, несмотря на качество. Но нет, почему? Ты, в принципе, ты свою идею поддержал, то есть сделал там определенный ролик, где присутствует динамика, присутствует музыка, там, ну, есть своя идея, почему нет? Ну, то есть кто-то делает это, кто-то... Мне, поскольку я делаю видео как бы и в ту сторону, и в ту сторону, я из-за этого смотрю и развиваюсь дальше, потому что я смотрю опять же на поскольку начал влог-контент делать, мне нужно и туда смотреть, в ту сторону. На качество это-то, да, все равно оно, смотри, конечно, какой разговор. То есть здесь даже никто про 4К не говорит. Мы учимся монтировать. Ну, как бы учимся, да, такое дело. Вопросы, конечно, какие-то будут, пишите в комментариях. Обязательно. Ну, про качество тоже интересная вещь. Тоже Да, вот мы там с Денисом, он заморочен на качестве, кстати, ты заметил? там, смотри, получается, есть в этой папке, я так правильно понимаю, в этой программе
Конвертация, Да, да? Есть же конвертация. И конечно. там, ребята, кстати, есть преобразовать ваш файл, допустим, MP4, да, по качеству, Да. в самое наилучшее как бы качество. Ты там 1080, по-моему, AVI, если не ошибаюсь, там называется, преобразовать. Ну, единственный минус. Она забирает, короче, мощности от вашей видюхи. Ну да. То есть, вот. Ну, тут смотри. Олег, можешь показать эту тему? Конечно, вот Сейчас. смотри, допустим, я верхний еще даже, мы до этого даже не дотронулись. Это вот, смотри, Clarity Fox, лисичка пишет, единственная программа, в которой я разобралась более или менее. Да, программка, она в этом-то и проста, то, что она для начинающих вообще прям очень просто у меня сейчас она на немецком, но не пугайтесь, она как бы по рамкам вы узнаете ее. Заходим сверху вкладка в верхней панели. Раз, два, три, четыре, настройки. Пятое, экспортировано. Видео экспортирован, есть аудио, можно отдельно аудиодорожку экспортирован. Есть даже вкладка, сразу же залить ее на Google Drive, на Vimeo, на YouTube. Но мы делаем просто сперва экспортирован. У нас открывается вот такое вот окошко. И здесь стоит видео сохранить на вашем компьютере. Первое, пишем название вашего видео. Это понятно. Потом выбираем место. Потом выбираем качество. И здесь уже начинается интересная тема. То есть у нас качество, здесь вот есть квалитет. Это будет именно качество. Здесь вот такое себе, хорошее и высокое. На высокое, соответственно, это будет очень размер большой файла, который будет при выходе. Каждый по своему стандарту берет, который более-менее ему подходит. То есть у нас здесь сверху есть просто вкладка плеера, да, и выбираешь прям вот какой тебе формат угодно, да, AVI, MP4, MPEG-1. Потом есть звуковая дорожка. Потом есть третья вкладка, что сейчас немаловажно, хотя она уже здесь уже старенькая, потому что здесь еще до сих пор стоит Samsung Galaxy S6, S7, iPhone, iPad, Android, то есть это для мобильных аппаратов, PlayStation, Xbox 360 формат, и ниже есть телевизор нарисован. Нажимаем на ТВ, здесь стоит Samsung, вплоть опускаемся ниже до Samsung 4K, да, то есть Sony 4K, и у нас какое-то видео, вот Apple TV 4K, которое видео у нас там все-таки пару минут или минута, да, там уже сразу больше 1 гигабайта. Почему так мало лайков? Кто не поставил? Сейчас Ньют разберется. Ньюта, здравствуй. Да, у тебя все 3 редактора куплены, но в какой-то мере будешь и там этим пользоваться. Это ж круто. Монстр видюшка. Нифига себе, у него 3080 Ti, так что не проблема. Не, у него видюха насчет этого не проблема. Просто у тебя здесь, видишь, в Movavi ты можешь при отдаче этого файла, ты можешь выбирать. Смотри, у нас в самом не очень качестве будет папка, в MP4 файл будет выход 290 мегабайт всего лишь. Это ничего, то есть размер 1920 на 1080, да, а вот здесь ты, кстати, длительность 2 минуты 42 секунды из-за того, что там есть длинная такая аудиофайл. Но если мы идем в формат 4К, 3840 на 2160 у нас будет файл, то есть который я сделаю сейчас 1 гигабайт и 18, да, это нормально, да, в 5 раз, то есть в 5 раз мощнее, но оно как бы того стоит. То есть у вас вы сделать можете в этом здесь 4К. Будет, конечно, рендер чуть подольше, зависит от вашей видюхи, от вашего процессора. Из-за этого то, что я здесь очень долго мучился, очень долго. У меня были видосы, которые там по 30-40 минут. Мне надо было на старом компьютере их прям очень долго делать. Они могли там 4-5 часов, потому что у меня там процессор вообще был не очень. Поменял я компьютер несколько лет назад, и теперь уже вот более-менее побыстрее, то есть видео, которые где-то идут 10 минут, за несколько минут они могут здесь уже рендером, да, и это прям облегчает жизнь. Здесь они быстренько сделались, я сохраняю их на компьютер, и потом заливаем спокойненько на YouTube. То есть я здесь сразу вот этой фишкой еще не пользуюсь, что прям заливать с этой программы онлайн на YouTube или еще какую-то платформу. Я сперва их сохраняю на компьютере все-таки. Если, не дай бог, какая-нибудь произойдет штучка с компьютером, резко свет выключится или еще что-нибудь,
то это будет вообще печалька. Так что я сперва здесь сохраняю проект. И если вдруг Windows выключился, Windows 10, слава богу, у него такая функция есть. Если у меня компьютер, что-то какие-то проблемы пошли, выключается, перестартуется, я могу, в принципе, на последнем пункте вернуться к этому, где он выключался, где-то программа какая-то работала, и это мне прям помогает, ну, не потерять ту или иную штучку, а напрямую онлайн все-таки может какой-то произойти сбой, это не очень. Чую, фильмы для 4К будут продаваться не на DVD-диске, а на 4 терабайта. Вот, я с тобой абсолютно согласен. Скоро флешки будут где-нибудь на базаре лежать, там, да, HDD, там, флешка, на ней будет 2 фильма в 4К и очки рядом 3D кино продаваться. Такие вот дела. То есть, как тебе, ну, вот это, в принципе, такая здесь доступная, она, да, то есть в управлении, когда ты рендер начинаешь, у тебя иконками уже обозначено, да, уже ты видишь, телевизор, то есть телефон, музыкальный файл или просто файл выбираешь по формату, как такой. Ну, то есть даже если первый раз зайдешь в эту программу, уже более-менее понятно, в каком направлении двигаться, да, уже такая, я бы сказал, простая в управлении программка. Как ты на это смотришь? Да, вполне интересная, классная программа. Я думаю, мы все рассмотрели, футажи мы рассмотрели, на таймлайне все возможности, которые есть у программы, тоже все это показали. Так, ну за исключением, смотри, вот допустим, вот музыкальная дорожка идет, да, музыка заканчивается. Да. Существует ли здесь в Movavi аудиопереходы? Там стационарное затухание, постоянная мощность и, по-моему, там еще третий. Ну вот смотри, допустим, мы сейчас просто сделаем. Мы сейчас вот здесь обрезаем аудиофайл, чтобы он был прям реально, доведем это дело до конца. То есть файл, здесь затухание. Конечно же, у нас есть затухание. Мы здесь также выделяем только дорожку. Продемонстрируй тогда. Да-да, сейчас. Потому что зрителям это интересно. Конечно, конечно. Так, а лучше все-таки по лучшему качеству для YouTube конкретно. Да, я для YouTube конкретно сейчас в данный момент заливаю все-таки на 1080, но некоторые видео пробовал в 4К. Кто-то еще бежит за этим трендом, но пока я не стараюсь, потому что 4К все-таки очень мало кто может это воспроизвести, к сожалению. Так, смотри. Нажимаем, чтобы у тебя именно дорожка звуковая была желтым, да, то есть она маркирована. И теперь затухание. То есть это первое затухание. Здесь две полоски есть на обработке, да, свойства клипа. Первое затухание это в начале музыка, потом второе затухание это когда заканчивается. И себе, соответственно, ты здесь делаешь на 1,5 секунды, скажем. И в конце здесь у тебя прям видно такой спад на желтой вот этой вот дорожке. Прям увеличить так. Вот. Я думаю, сейчас будет довольно-таки видно. Вот я сейчас вот убираю спад. Вот я просто обрезал аудиофайл прям посередине песни. И это будет, конечно же, вот включаем. Вот, допустим, включаем сейчас звук. Все, на 17 секунд закончилось, просто идет музыка и просто ее обрубила. И это до того некрасиво, неприятно и вообще. И поскольку у нас здесь заканчивается кадр и звук, в этой программе делается это вообще одним движением. Просто берем, обозначаем и аудиофайл, и видеофайл сразу же, чтобы они были желтенькие, маркированные, да. Потом идем на затухание, отматываем на 1,5 секунды и этим сразу же, то есть одним взмахом мы делаем следующее. Мы затухание делаем и на видеофайл, и на аудиодорожке. И это будет для глаза и для ушей намного красивее, когда я сейчас запускаю заново. То есть затухание происходит в кадре, да, вот этого всего. Кадр затухает, да, красиво заканчивается этот клип, и, соответственно, музыка уходит. И все, так намного профессиональнее и красивее это все это выглядит, чем это просто вот у тебя идет, все резко обрубилось, правильно? То есть сейчас мы прям одним ударом мы прям захватили и аудиофайл, и видеофайл, и сделали вот такое затухание. Можешь, конечно же, это, ну, оставить каждый сам для себя, но так, конечно же, будет намного приятнее для воспроизведения в дальнейшем, да. То есть сейчас мы сделали затухание,
Если же, конечно, нет желания, можно же убрать это, да, то есть именно оставить видеофайл, как был в исходнике, а только затухание сделать на аудиофайл. Вот как сейчас вот на дорожке, допустим, здесь у нас видно спад эквалайзера. Я 1,5 секунды последние сделал затухание, как заканчивается, а на видеофайл я убрал его. Теперь смотрим. Все, музыка ушла как бы вниз, а картинка-то осталась. Много есть таких товарищей. Конечно, каждый смотреть должен это для себя, но если у нас как бы уходит в одно время уходит и звук, и картинка, затухание происходит, это мне все-таки выглядит намного красивее и профессионально это все выглядит, когда именно происходит вот в этом плане затухания. Так, ну вот как-то вот так затухание. Тебе здесь как бы в этом плане все тоже, ну это все, думаю, просто, да, доступно. Да, да, конечно, я все это понимаю, Да, конечно. есть, конечно же, да, если ты, допустим, какие-то возьмешь, я не пробовал, если честно, но можно, я делал, допустим, если взять нам аудиофайл, скажем, так вот, я музыку возьму, у нас есть, допустим, здесь action трек, возьмем оригинальный от программы, мы его поставим прям следующим, или же мы его возьмем, отдельную дорожку сделаем, лучше отдельную дорожку, прям один под одним уложим. На первой дорожке, на которая у нас шла изначально, да, у нас идет там затухание 1,5 секунды. Здесь я на полсекунды тоже делаю в начале затухания. То есть один заканчивается, да, одна звуковая дорожка заканчивается, вторая начинается, чтобы такого резкого не было по ушам такого обрыва, и потом опять сразу же прям звук. То есть плавненько там заканчивается, плавно начинается, и я чуть-чуть дорожку могу здесь сместить. И она, когда смещаешь эту дорожку, чуть-чуть совсем, намного приятнее для этого слуха, да. Можно, конечно же, чуть-чуть начало больше сделать плавнее еще, да, то есть также на 1,5-2 секунды вытянуть это, чтобы не так прям резко громкий звук был. И опять же здесь под эти же, опять же под этот жанр музыки соответственный кадр, да, то есть там у нас было экшен, там мотоцикл, скорость, музыка быстрая, здесь такая какая-то загадочная такая музыка пошла, тоже экшен, конечно же, но она чуть-чуть другой ритм и, соответственно, другую же картинку брать или видеофайл, да, под это все подгонять. Так. Эффекты перехода. Я не знаю, никогда, если честно, не пробовал. Мне это никогда не интересовало. Но попробовать вот просто вот, ну-ка, ради прикола. Нет, эти переходы здесь действуют на видеофайлы, это точно знаю. На аудиофайлы я этим не занимался. Здесь как бы мне это как-то не интересовало. Я вот так вот делал, смещал дорожки две. Я делал вторую дорожку. И как бы на первой дорожке делал, соответственно, затухание. На второй дорожке тоже как бы в начале такое было затухание чуть-чуть. И когда одна плавно заканчивается, вторая плавно начинается. И тогда, чтобы ты по ушам прям не било. И намного приятнее в этом плане. А так, в принципе, если здесь зайдем в настроечки, то есть где у нас эффекты есть какие-то, можно было бы какой-то эффект там добавить. Но это опять на короткий участок там, допустим, сделать. Можно было бы. Да, выбираешь ты или синхронизацию. А так, чтобы эффекты прям в переходе звуковых, я здесь таковых не знаю. Можно, конечно же, зайти там также на свойства и какую-то там добавить, допустим, громкость этого файла. Добавить, допустим, или скорость поменять. Сделать быстрее, медленнее. Но это, опять же, должен смотреть каждый по своей обстановке, да. Такие вот дела. Здесь, в принципе, насчет... Ну, я понимаю. В общем, давай еще, наверное, приблизимся. Если ребята тут, наверное, может быть, есть кто хочет там, ну, обзорщики там, допустим, которые записывают, как бы, ну, скажем так, голосовое. Ну, я думаю, ты понимаешь. Просто покажи, где эта функция находится и как это все записывается. Да, можно, конечно же, отдельно записать голос. У вас есть, когда вы открываете дорожку или просто дорожку даже не открывать отдельную, есть сверху
поверх таймлайн есть такие вот значки, которые сейчас половина из них не работают, потому что они работают, если вы маркируете именно определенный клип. Справа, то есть это сейчас здесь стоит такой микрофон нарисованный, и там стоит, что можно записать тон. То есть включаете эту штучку, подсоединяем микрофон, и как вот здесь у нас, допустим, стоит начать запись. Звук записи, да, и, соответственно, вот микрофон, аудио там, да, почему-то он тут меня еще пока не берет. Я не знаю, почему он тут должен работать, но, скорее всего, с чем-то это связано с другим. Но да ладно. Видео. Да. Тут можно, кстати, вот включить такую фишку. Если вы просто будете записывать отдельно звуковую дорожку, то есть именно с вашим голосом, или же вы ставите галочку видео, когда вы будете записывать, чтобы двигалось в это же время, то есть вы ставите на определенный пункт, да, видео ваше начало, здесь ставите галочку, чтобы видео работало, и то есть во время этого видео, это когда, если вы что-нибудь, допустим, записали показать, и забыли во время видео, когда записывали, рассказать. Здесь эта функция, она очень в этом полезна. То есть вы ставите галочку на начало этого видео, ставите галочку, ставите на запись, и идет запись, и, соответственно, ваш голос будет там еще как бы отдельная дорожка записываться, где вот именно в самом месте, где вам надо. Если вы так не хотите, вы можете просто записать отдельно голос и потом вот здесь его подогнать, потому что это также можно будет магнит дорожки убрать и в свое время его потом здесь под видео голос у вас подстроить в тот или иной момент, где вы это хотели сделать. Но изначально не сделали, конечно. Здесь такая функция, конечно же, присутствует. Кроме видео, вот рядом с микрофоном стоит такая нарисована как вебка. Здесь вы можете записать еще и видео отдельно, да, то есть через эту программу можно записать и видео, не только аудио. Тоже удобно. И есть, конечно же, у Movavi отдельные там штучки, которые помогают, как вот скрин-рекордер, да, именно которые записывают ваш с монитора, но можно прям всякими другими штучками это сделать. Или вот здесь еще возле плеера хотел быстренько, пока не забыл, вот здесь у вас есть плеер, который вот здесь можете выбирать, в каком формате он будет показывать плеер. Потом динамик, здесь звук этого плеера, если вы начинаете здесь, то есть какое-то воспроизведение. Рядом фотоаппарат нарисован. Этот фотоаппарат делает скрин как раз таки от этого момента на экране, да, и это опять же идет фотография автоматически ваши картинки под Windows папкой, и там можете это как-то доработать, обработать и применить. Соответственно, далее в этой же программке как поверхностное видео положить фотографию и сделать какой-то эффект, как бы как кадр, как будто вот кадр вы сделали это фотоаппаратом. Я уже делал это неоднократно. Вот как вот здесь, допустим, у нас сейчас плеер работает. На фотоаппарат нажимаем, и она раз, нажимаем сохранить, и вот эта фотка есть у меня, да, то есть в будущем в папке я могу ее потом здесь применить. Так что программа используется не только в видеомонтаже, ну, то есть вы можете также здесь записать свой голос, его отредактировать, ну, то есть записать голос и потом, в принципе, его использовать, ну, как сказать, на этот голос положить какой-нибудь эффект робота или голос. Я пробовал такие штучки, как ты делаешь, допустим, голос записываешь и откладываешь на него эффект, как будто это записан через радио. Как будто вы ваш голос записывали где-то в радио, да, такой радиоведущий, вот такой там специальный эффект будет. Тоже очень интересная тема. Там уже по умолчанию есть определенных там эффектов, там, я не помню сколько там, 15-20 штук, но их как бы хватает. И если какие-то точки в этом эффекте вам не устраивают, вы можете этот эффект в свойствах обработать и, соответственно, эквалайзер подогнать под ваш вкус, да, то есть это все индивидуально настраивается. Вот это тоже мне очень нравится в этом, да, то есть заходите в эквалайзер, подгоняете там басы, средние, высокие и подгоняете эффект под свой, и нажимаете на сохранить, настройки эти, чтобы, если вдруг вам этот пресет понравился, и вы могли использовать еще вторично, да, и так далее. Есть такая штука. Так, про вот эти вот
Настройки, я думаю, мы больше уже затрагивать не будем. В принципе, я здесь показал на примерах, которые анимация, хромакей, это все такие вещи, которые, в принципе, со временем придут. Присутствуют они в каждой программе, но здесь как бы, мне кажется, просто они объяснили, да, даже если я вот беру дорожку, просто сейчас музыкальную, я зашел в вот эти вот настройки аудио, и здесь нажимаешь функцию эквалайзер. То есть у меня сейчас эквалайзер по нулям, это оригинальный исходник звук вашего аудиофайла. Здесь можете прям нажимаете на эту кнопочку, открывается вам, соответственно, вот эти вот пресеты, которые уже преднастройки, которые располагают собой, где улучшить качество, улучшить громкость, улучшить бас, и, соответственно, эквалайзер туда идет, в ту сторону. Или вы можете какой-то создать свой эквалайзер и его потом, соответственно, сохранить. Это уже, конечно же, ваши будут индивидуальные настройки, которые вы можете использовать вторично и так далее. То есть, если вы какой-нибудь нашли трек, и вам было там недостаточно баса, вы можете здесь-то за несколько секунд прям добавить где-то баса, где-то вот средних частот, и будет трек совсем по-другому уже звучать именно в вашем, да, в вашем клипе, в вашем монтаже. То есть, какая-то такая ваша изюминка будет в этом, да? Хотя программа изначально вроде бы такая простенько выглядела, но функции, в принципе, не добавлять. Да, и, конечно же, пакеты, в основном пакеты вот эти все, где вот клевые какие-то настройки есть, там хотят, чтобы купили там все, но это все такое дело. Вернусь прям к исходной позиции. Так, вот этот мы файл оставим пока. К исходной позиции вернемся. Я вам прям хотел показать, что если вы открываете новый проект, и у вас здесь ничего нет, то есть вы никакие файлы сюда с никакой папки не открывали, у вас уже стоит здесь видео, скринкаст, то есть я могу видео записать прямо сразу же с монитора, там, да. Здесь у меня сейчас, конечно же, демка, потому что это скринкаст, он хочет тебе на отдельную программу, но аудио и видео записать, которое, допустим, подсоединена будет какая-то камера или вебка, то есть он без проблем это делает и открывается вам, вот когда мы делаем на запись видео, у вас открывается вот такое новое окошечко, и вы тут выбираете, соответственно, через какую камеру вы будете это записывать, и OBS будет это, или ваша будет веб-камера. Здесь выбираете сразу же, сколько кадров в секунду, разрешение видео, микрофон какой и папка, где будет оставляться ваш записанный файл. То есть такие вот штучки и быстрое видео. То есть скринкаст вот этот все-таки у них есть, в Movavi есть определенная палета программ, которые они как бы продают, да, как скрин-рекордер, Movavi, еще какой-то там один пакет есть, где прямо у тебя там 3-4 программы вместе связанные. Я выбрал именно Editor Plus, ну как именно в одном направлении остался, потому что мне все-таки она нужна для монтажа видео, а другие программы несут за собой там, есть какой-то пакет, ты покупаешь, у тебя там ты можешь прямо фото обрабатывать и видео обрабатывать, да, это уже чуть-чуть другая степь. Мне нужно было видео, именно из этого я взял именно Video Editor Plus, чтобы именно оставаться, ну, в этой теме. И такими небольшими, как бы я добавил, небольшими такими шагами, они с какими-то обновлениями вас как бы объединяют, показывают. То есть нет такого, что у тебя прям в обновлении прям сразу же много таких фишек придет, где у тебя мозг взорвется. Нет, здесь все намного проще. Было какое-то обновление, там, да, они тебе там 6-7 фишек добавили, с которым ты можешь спокойно же знакомиться, чтобы, ну, то есть проходит там несколько лет и сильно ты не парился. Сейчас, как говорили, там добавили, там, они добавили сейчас интересные фишки на последней обнове, но это было мне очень мало, чтобы покупать отдельный ключ на 22 год. Я все-таки сделал свой выбор, я останусь, подожду 23 года, чтобы потом уже взять ключ. Я беру прям ключ на лицензион на 1 год, то есть с 20 года до 21. Там были же, конечно же, вот большие шаги в плане обновы. Один из больших шагов, который мне понравился, это была как раз-таки синхронизация аудиозвука. То есть аудиофайл, это в моем случае, когда я пишу на мотовлоге, я пишу отдельно на петличку звук и видео на камеру.
И потом эти дорожки подгоняю, нажимаю синхронизацию, и он как бы распознает. Вот эта функция прям мне сразу же экономит уйму прям времени, прям вагон времени мне прям экономит. Это круто. Такие вот делишки. Ну, как-то вот так. Еще там есть интересная вещь, ребята, я просто помню, я просто это тоже делаю через Movavi по-другому, ну а как еще? Рассказываю. Если вы хотите превью какое-то взять, вы можете, короче, через видеодорожку, то есть сделать запись, записать, и потом вставить в Movavi. А потом сверху, самое главное, у вас там должна быть функция вверху. Посмотри, пожалуйста. Ты же знаешь, наверное, да? Смотря какая. Там сохранить, в общем, фото в плейлист, по-моему, там как-то так называется. Подожди, сейчас скажу тебе. Проекты. Как файл сохранить есть, да, сверху. Да, и там как раз вы видите, то есть картинку, сохранить картинку, короче, плейлист, в общем. Да. Вы просто берете, сохраняете ее, и все, и она у вас в загрузках. После этого вы заходите, ну и уже дальше уже обрабатываете ее уже дизайнерскими программами. Да, я такими вещами делаю или здесь, или какой-то определенный момент я беру, то есть какой-то определенный момент из видео, я здесь, допустим, его делаю как скрин, в фотоаппарате делаю, да. Единственное, что мне не всегда это нравится, то есть он, получается, качество там не такое, да, когда ты скрин делаешь. Чуть-чуть качество там, конечно, похуже, и это вот, да. Но методами каких-то доработок, даже я пробовал сейчас на Windows 10 оригинальными, то есть без фотошопов, да, именно оригинальными вкладками на обработку фотографии или картинки, дорабатывал, где-то делал там вигнет, где-то контраста добавлял, то есть это даже так работает. У меня нет фотошопа на компе, и, как бы, и нормально. То есть вот эти вот, как вот здесь стоит вот рамочка, они не будут существовать. Это доработка оригинальной Windows программы, да, анимационные там такие вставочки. Все делается очень просто. Так же, как вот это вот 1000SX, это анимационные вот эти штучки, которые уже как бы приготовлены. Вам только нужно вставить текст, и получается вот такое 5-секундное видео, и я потом от этого 5-секундного видео также беру какой-то кадр и использую в дальнейшем, добавляю чуть-чуть как контраста и вот этого вот шерфа, как делаю его более-менее точечно, вот это поярче чуть-чуть, да, вызывающе, потому что некоторые бывают бледненькие такие, а да, здесь ты вот выбираешь свое место, и просто мне иногда тяжело что-то, некоторые вещи, как ты говоришь, то, что у меня же, видишь, вся программа на русском, на немецком, а у тебя там на русском, и вот это вот ищешь вот этот пункт. Мне как-то тоже кто-то спрашивал, человек такой, блин, я не помню, как это перевод, надо искать перевод. Нет, ну я просто то, что сказал, то, что там ее легко как бы найти, она как раз вот вверху функции. Да. Ты можешь, да, она называется у меня media data, то есть ты можешь сразу же там взять какой-то момент, там, да, пункт. Да, и сохранить картинку. Сохранить, да, сохранить можешь как файл, и это круто. То есть как раз таки и с этим, как с исходным твоим файлом, можешь дальше обрабатывать, дорабатывать под свой, соответственно, да, вкус. Это да. В этом слов нет. Ну, я говорю, вот она, в принципе, простая в управлении, но, опять же, надо посидеть чуть-чуть, а потом уже смотреть для себя, то есть, хотел бы я ей пользоваться или все-таки хотел бы какую-то другую программу. Я говорю, пробовал разные программки, и DaVinci пробовал, там, да, и то, и все. Вот это я потом как-то остался, я тоже, у меня вот потом такое смотрю, думаешь, там, этот водяной знак Movavi у тебя был в углу, когда ты ей пробовал пользоваться, и там стоял водяной знак, типа, ну, потому что у меня не было ключа на эту программку. И водяной знак показывался, вот такой, думаю, ну, блин, ладно, ничего страшного. Потом водяной знак, как бы, когда ты покупаешь ключ, водяной знак уходит, ты, в принципе, делаешь это, и все нормально. Так что... Опять же, вот говорю, с обновой 2021 года тебе синхронизация плюс, видео в 4К тоже плюс, да, то есть нормально. Тут уже смотреть то должен сам. Как ты хочешь это делать,
да, и подгонять. С футажами все просто, да, можно скачать себе подходящие, то есть у тебя здесь какие-то по умолчанию есть оригинальные от программы, а все остальное зависит уже от тебя. Потому что она, конечно же, в стандартном варианте чуть-чуть не так выглядит, потому что у меня все-таки 6 пакетов куплено. В пакет эффектов Movavi там входят и титры, какие-то переходы определенные, какие-то стикеры приходят с ними вместе, там какие-то картинки, да. Да. Но она мне понравилась и в простоте вот этого управления. Пару фишек мне надо было искать на просторах Ютуба, смотреть. Есть специальный канал, и как бы это сейчас не реклама, просто, ну, мы показываем, как я пользуюсь ей, просто мне надо как бы тоже иногда, чтобы быстрее контент монтировался. А другие программы мне занимали как-то побольше времени, и там пройдет пару дней, ты забудешь, как ты тот или иной момент делал, и опять начинаешь вспоминать все. А здесь как бы зашел, все в управлении довольно-таки простая тема, и думаю, ладно, попробуем. И ну, так вот я остался, в принципе, уже скоро будет 2 года, как уже занимаемся через эту именно одну программку. Так что, ну, как есть. Кто-то сегодня писал, там, эта программа проще, кто-то эта программа проще. Мы все разные, все индивидуальные, из-за этого есть определенные, конечно же, фирмы, которые подгоняют программу под своего пользователя, да. Кто-то пользуется Vegas, кто-то Movavi, кто-то пользуется Adobe Premiere, да. Ну, Premiere, конечно же, она в этой сфере, она, как я один сказал правильно, она мамонт, потому что Premiere, ну, блин, она одна из первых, которая прям вылезла вперед, давно уже просто ей пользуются прям не только начинающие, но и профессиональные. В профессиональном мире как бы она стоит на первом месте, у нее свои приложения, которые там связаны с эффектами и так далее. Там, конечно же, да, у тебя безграничные возможности. Тут зависит, конечно же, все от человека. И если изначально сидеть, можно было разбираться еще 10 лет назад в этой материи Premiere, то есть сейчас бы взял бы там Premiere, я не помню уже, какой сейчас у них там модель 20 или 18, я сейчас уже не знаю. То есть уже бы тебе было без разницы. Но поскольку если человек начинающий, то есть чтобы войти в материю какую-то вот этого видеомонтажа, ну, возьмите какую-нибудь программу попроще, попробуйте, а потом уже смотреть, куда вам дальше двигаться. Переходить на премьеру или все-таки взять какой-то там DaVinci или еще что-нибудь. Каждый в этом плане должен решить здесь, к сожалению, сам для себя. Здесь нет хорошей программы или плохой, есть они каждый индивидуально по-своему, я бы так сказал. Также, я думаю, ты со мной согласишься в этом деле, потому что ты уже тоже монтируешь не первый день и сам пробовал ту или иную программу и понимаешь, да, что я как бы, ну... Ну, я 3 года уже, наверное, да, этим занимаюсь, 3 года. Ну, я уже чуть больше перевалил. У меня уже 4. Просто 2 года именно так себе, ну, в плане того, что вот в влогах плана вот будет 2 года, а 2 года до этого еще на первом канале там просто что, ну, музыка и картинка, как бы, да, и рост, и видно, как бы потом уже попозже чуть-чуть, да, то есть изначально тоже делал большие ролики, потом все-таки понял, что, ну, это такая тема с удержанием, и все-таки скатился на более короткие, где более-менее потом оно пользуется больше успехом. Как бы в этом плане, да. Я больше даже, не знаю, уже добавить уже нечего. А так, в принципе, если какие-то вопросы интересуют по Movavi, но какие-то моменты интересные, здесь какое-то решение тому или иному моменту по монтажу, ну, чем сможем, тем поможем. Еще знаю одного человека, который монтирует и в Вегасе, тоже он мне показывал на днях, что он занимается, как он занимается, и это, конечно же, тема. Но я как бы не рискнул, он показал мне то, что он и в Movavi, и в этом, и тоже, говорит, он простая, он некоторые вещи делает там, некоторые вещи он делает здесь, и по-своему крутая штука. Так что тут больше я добавить ничего не могу, да, то есть здесь я все-таки придусь к тому, что здесь как бы вы, ну, должны для себя в первую очередь понять, ну, надо оно вообще или нет, потому что кто-то скажет, о, монтаж-то не для меня, ну, не для меня, тогда нет. Если кто-то хочет попробовать вообще для него это или нет, тогда, конечно же, берем тестовую бесплатную версию, пробуем, почти от каждой программы есть такие штучки,
какую-нибудь мелкую программу и попробовать себя там в этом, пойдет, понравится, затянет, не затянет, а потом уже куда-то дальше двигаться. Но факт остается одним. Программка дешевая или дорогая, крутая или менее крутая, она везде, монтаж везде у тебя будет занимать твое как бы время, да, то есть это такое хобби, которое время здесь, время, да, надо смотреть. Так что больше добавить тут и нечего, в принципе, сильно. Ну, а потом, если потихонечку освоите там этот видеомонтаж, потом можно уже дизайнерские вещи какие-то Да. делать, вырезать и потом уже вставлять, в общем, видео, что Да, вам да. нравится. Да, в том-то и дело. С этими эффектами не перебарщивать, дизайнерские штучки, да, это тоже такая тема, где вот, ну, уместно или неуместно, нужно прям смотреть по вашему контенту, в каком направлении вы двигаетесь. Да. Не перебарщивать, потихоньку где-то что-то добавлять, чтобы это было немного, так же, как вот я поначалу делал вот эти грубые ошибки, как и все делают, когда первый раз начинают монтировать, что у них после каждого обрезка клипа какой-то переход, не засорять таймлайн вот всеми вот этими переходами, потому что это в какой-то момент становится просто неприятно смотреть. Чересчур много вот этих переходов, это такое дело. Надо как-то их решать, эти переходы, как бы сменной обстановки в кадре, затуханием как-то вот по ходу пьесы, когда ты сам начинаешь записывать что-то оператором, да, или так же, как ты режешь свой контент, можно как-то вот кадр подбирать так, чтобы не было такого перехода, как такого, да. Ну, переход делать чуть-чуть другим. Переход во время монтажа как-то так слепить, чтобы сильно его и незаметно было, но как бы уже ты там уже поменял что-то, да. Ну, в этом плане я имею в виду. Не так, что прям у тебя с кадра на кадр какие-то там смещения происходили или пиксели, но это не всегда уместно, не всегда красиво. Иногда, конечно, прям ситуация того требует. Это факт. Но иногда, когда вот ты смотришь, допустим, я как-то видел видос, прям у тебя через каждые 30-20 секунд порезано, и прям там кубиками что-то меняется, вот это, знаешь, эти переходы. Это чересчур много, и в такой большой массе оно все равно так не аппетитно. Просто пропадет рано или поздно интерес смотрящего к этому всему делу. То есть не будет этого удержания на ролике, да. То есть после нескольких минут просмотров этого видео просто человек не досмотрит ролик до конца. А если у тебя будет 20 минут вот таких вот мощных таких переходов, которые прям по глазам бьют, ну это как бы, ну не очень приятно, да. И Но я кубики не вставлял никакие. Нет, дело не в тебе вообще. Здесь просто... Я просто понимаю это, но я когда учился, мне тогда показывали там какие колхозные переходы, как колхозные Да. переходы замаскировать там под что-нибудь там такое интересное, да, там, Да. ну, типа вот связанное вот с такими вот делами. Да. В том-то и дело, то, что именно я вот сейчас учусь именно, знаешь, именно вот этими переходами, вот какими-то операторскими решениями, да, то есть именно я уже во время записи кадра того или иного уже думаю, как я бы здесь переход какой-то применил, то есть если ты приближаешь к какому-то объекту в темное, и потом с темного опять выходишь уже в другом месте каком-то, знаешь, такие типа вещи, которые будут эстетично смотреться потом позже в кадре, да, а не так, что у тебя там прям там что-то поменялось в пикселе, это уже не то. А именно вот переходы в плане того, что именно в плане операторского решения прям, ну, когда, то есть это то же самое, как бы я тебе намекнул бы сейчас в твой план, то, что, как ты говоришь, пишешь сценарий, правильно? И в этом плане, когда ты вот оператор, то у тебя в оператора сценарий изначально, ну я сценарий не пишу, я все делаю по ходу пьесы, но складываю картинку, опять же, вот здесь и сейчас, и уже думаю такое на 1-2 шага мелко вперед, чтобы вот здесь, когда записываю, я уже, я здесь вот это сделаю, здесь вот это сделаю, да. Даже когда я это делаю не на какой-то там камере, а вот я на айфоне записываю влоги, я иногда просто картинку так меняю чуть-чуть местами, чтобы не везде были там какие-то крутые переходы там, да, а именно чтобы там раз так, именно операторскими решениями сделать какой-то переход, который так бы в принципе с первого плана не был заметно, но как бы он там был, то есть что там совсем другой кадр пошел дальше, да. Именно уже в плане операторского
ты как бы изначально, когда вот сценарий прописываешь, тоже, допустим, какие-то сценки, там, ага, здесь, да, там у тебя здесь какая-то там смена какого-то кадра идет, там смена локаций, да, там уже там сценарий более-менее этим продумывает, и там уже ты смотришь, и ты уже там думаешь, ага, здесь переход делать, или все-таки здесь как-то это операторским решением поменять, да, то есть по сценарию там уже, ага, есть там тут, это. Я, поскольку сценарий как таковой в голове держу, я должен это все делать, как-то выезжать на операторском таком решении. То есть импровизация все-таки есть, тоже присутствует. Ну и опять же, вот эти вот, не один-два, а вот эти ролики, они мне помогают. Где-то смотрю людей креативных, которые помогают мне найти какое-то решение, выход из ситуации, чтобы я потом меньше вставлял вот эти вот, как ты говоришь, колхозные переводы. Именно так, да. Это, Да, оно так и есть. Просто когда первый раз ты начинаешь ты монтировать, прям после карт, там, переход, там красиво. Кто-то это до сих пор еще, для кого-то это до сих пор еще красиво, но опять же, да, ну, вкусы у всех разные, и люди, которые более-менее с точки уже профессионально смотрят, или такой более-менее средний, которые уже видели много роликов в обработке, и они такие скажут, что тут налепил? Больше-то никак не назовешь. А у кого-то уже глаза после сварки. Я тебе, да, в том-то и дело. У кого-то, допустим, кто-то скажет, что это хорошо, там 3 подряд перехода. Но я вот, когда вот делал, допустим, как тебе сказать, ну, когда я делал ролики 4 года назад, когда у меня там каждый чуть не кадр переход был, или сейчас, когда я делаю, допустим, 5 минут, и у меня в 5 минутах только один где-то переход, а остальные все как-то решены операторски или с туханием, или еще чем-нибудь. Ну, как бы, чтобы не так бесило это все. Потому что мне это если мне уже изначально продукт, который я здесь монтирую, мне самому не нравится, как я его могу показать потом другим на ютубе, понимаешь? Я об этом чем. Из-за этого, ну, двигаюсь в каком-то направлении, в таком, чтобы решить это все как-то дело операторски, как-то креативно подходить. Сейчас очень модная такая штучка, где ты какое-то приближение делаешь к объекту в темное, и потом с темного уходишь уже где-то в другом месте такой, знаешь, эффект. Ты просто здесь как бы такого перехода как таковой у тебя, ну, вот этого с темного, раз с темного ты выходишь, и ты в другом каком-то кадре, но у тебя не было, что ты склеивал 2 кусочка видеоматериала каким-то страшным переходом, да? А именно ты это решил операторски, вот этот вот переход. Есть в этом. Ну, тут все, видишь, зависит, я думаю, от концепции. Если там какой-то обзор там делаешь, да, то там это как-то музыка такая, да, там, ну, скажем так, быстрая, ритмичная такая, ну, как бы там, ну, как-то неуместно. Все равно нужно, чтобы как-то она входила в пространство, да, твоего там голоса, да, что ты рассказываешь. Да? Чтобы она была, ну, так, знаешь, ну, в общем, ее было слышно, но тебя тоже было бы понятно, все слышно. Вот. Ну, здесь как бы я смотрел, есть такая схема внегласная, работает на 3-2-1, 1-2-3. То есть у тебя есть 3 там крупный план, 2 средний план, и 1 это прям вот в упор, да, что-то, какой-то объект. И потом опять же. Ну, это да, это метод Орлова, если не ошибаюсь, по-моему, там. И это я точно не помню, но ты понял, о чем я имею в виду. То есть вот эти вот 3 плана, которые как бы ты опять же должен уходить по этому, да, то есть от крупного плана, потом средний план и большой план. И это тогда не так будет тебе, и глазу твоему приятнее будет. То есть такими большими шагами, как вот ты увеличиваешь или уменьшаешь, да, как бы такое вот, они вот так вот, чтобы не такие, что плавные подходы, плавные уходы, это все это не работает. То есть это все далеко отстало. Ну, это по мере кино, там здесь и камера действительно так позволяет делать. Ты можешь даже себе с твоими же попробовать этими штучками. То есть в программе на монтаж у тебя есть там где вот увеличение, то есть приближение какое-то, даже. Приближение, это да, это есть. Я видел. Да. О чем самое классное, что это фикса в этом, в чем мне это нравится, когда ты делаешь вот это вот приближение, когда именно у тебя в кадре сильно как такового движения нет. Ты делаешь такое минимальное движение вперед, да, вот этим приближением, эффектом. Масштабирование. Красота. Ну да, по-русски, наверное, масштабирование. У меня просто стоит там einzoomen, то есть приближение в этом в кадре, и ты добавляешь его, и такое плавненькое, то есть у тебя все равно образуется движение в кадре, хотя изначально кадр был мертвый.
где там движения не было, то есть у тебя была какая-то статичная картинка, да, и она была скучная. Ты делаешь вот это вот небольшой эффектик, где ты делаешь приближение, и совсем сразу становится все по-другому. То есть твоя картинка приобретает совсем новый смысл, и она уже не скучная. Ну, это опять же операторские и потом уже режиссерские монтажные вот эти вот все действия, да. Иногда они по сценарию даже хорошо будут работать, иногда это может быть наоборот, где статичная картинка будет лучше, но это уже надо разбирать ближе на живых каких-то примерах, да. То есть сейчас у меня были, конечно же, здесь примеры просто статичной картинки я брал, именно под бит порезал, да, вроде бы ничего такого особенного, но когда в такой определенный момент, когда там бас, как бы раз, и совсем картинки вот эти вот, да, которые там 10 секунд приобретают совсем другой смысл, да, под вот это именно под бит. Если я сейчас те же самые картинки тебе покажу, которые будут не в бит переходить, ты сразу же скажешь, ну, что это такое, типа, как это можно смотреть, и это вообще никак не, ну, не идет, да. Оно не клеится, как говорят по-русски, да, не клеится вообще друг с другом, это будет неприятно тебе смотреть глазу твоим, потому что твой глаз видит картинку, а слух твой воспринимает музыку совсем по-другому, оно не склеивается, то есть, да, вот это вот зрение все не совпадает со слухом, и это приводит только к одному, то есть через каких-то буквально несколько секунд, когда ты видишь вот эту вот неправильно склеенную штучку, ты просто выключишь, потому что ты, ну, человечески, как бы, ну, мозг понимать будет, что если сейчас в начале 10-15 секунд такая вот белиберда, то, скорее всего, на 99% то еще продолжится это 2 минуты. То есть зачем будешь дальше это смотреть? Выключишь этот видео раньше, чем положено. Как бы так. Итак, Movavi. Даже не просто Movavi, а просто любая монтажная программка, которая вот несет за собой какие-то вот такие вот изменения в ваших видеофайлах, где именно вы несете какую-то свою мысль, да, какой-то свой смысл, хотите какую-то передать свою информацию. Да, вот такой огонь. Какой-то вы несете за собой и показываете, доносите это всем вот этими эффектами, какими-то решениями, переходами, показываете, да, свою идею, свой смысл, то есть в общей сложности это назвать как контент, и как бы здесь уже каждый сам себе режиссер, каждый сам должен смотреть, но стараться как-то поймать вот эту вот самую нить, да, контент, зритель, да, чтобы было удержание, чтобы было это интересно, чтобы смотрелось это все, это красиво, да, и т.д. и т.п. Здесь как бы, ну, сам видишь, контент у всех разный, но много общих фишек применяется и там, и там. Конечно же, есть где-то больше, где кадров статичных у кого-то больше прям движения, которого там, да, это уже все, рано или поздно, ну, каждый должен как-то нащупать для себя и понять, в каком направлении двигаться. Здесь тяжело сказать. Я когда вот первые ролики записывал, там я вообще ничего не говорил, то есть первые там несколько лет. И стряпал, а теперь, когда ты смотрю, мне же самому уже неприятно, потому что я уже где-то что-то вырос, начал понимать, как это по-другому работает, и мне уже они не так уж интересны, но я их оставил все-таки для того, чтобы видеть рост, где начинал и где ты продолжаешь теперь двигаться, да. Из-за этого тебе на будущее не убирай ролики, если ты сейчас какой-то ролик сделал, где-то что-то не понравилось, пусть он будет на канале, чтобы видеть твой рост в будущем, то есть через год, как ты будешь монтировать через год, видеть, куда ты пришел. Вот это вот такая штучка, да. У меня тоже какие-то были такие позывы, прям, чтобы прям удалить ролик. Но это будет как бы, опять же, и неправильно, потому что здесь, на самом деле, это ты оставишь свой ролик, и через год, когда ты смонтируешь какой-нибудь ролик, он у тебя будет в 2 раза короче, но эффективнее, ты посмотришь, и ты увидишь свой рост. Вот такая идейка такая, да. Как бы есть что-то в этом. Есть такие товарищи, я смотрел, которые прям удаляют, вот, мне это не нравится, я не хочу, чтобы это кто-то видел. А есть, которые прям, люди, я видел такие же самые каналы, где ты прям видишь в течение 2-3 лет
как происходит вот этот вот самый рост. И, ну, думаю, я так и оставлю. Из-за этого вот я вот смотрел на днях, когда у меня был 10-часовой влог, я показывал первые ролики и до сейчас, которые вот уже сейчас записываются. И видно, вот как я уже в тех моментах там монтажа использую какие-то переходы или не использую, или операторские решения, как я изменился за вот эти вот несколько лет. Также будет у тебя скоро, когда канал будет несколько лет, и ты увидишь рост нарезок твоих, да, там, то есть обзорчики будешь какие-то там делать, будешь делать видео к этому, да, соответственно, монтировать, и мы будем все это видеть, будем видеть рост. Тоже можно будет сравнить ролик, который ты делал позавчера, и который ты делал, допустим, который будешь делать через 2 года, какой у тебя будет рост. Это да, согласен. То есть, как бы, Это будет. к Это этому главное, приходит время. не удаляй, главное, свой контент, оставляй его, то есть будет пускай библиотека, и ты будешь видеть, куда все это пошло, в какую сторону, да. Это будет самое круто. Так что я не знаю, больше по Малави, я думаю, разбирать тут сильно нечего. Она очень простая в этом плане. Но все мы вроде бы пункты захватили. Я потом попозже, конечно же, сделаю такие же тайм-коды в описании, соответственно, да. Что хотелось сказать. Просто тестируйте, пробуйте где-то нащупать. Нужно вам ту самую программу, которая поможет вам в монтаже того или иного ролика, где вы поймете, что вот да, именно это та моя программа, где я хотел бы с ней дальше провести время, работать и монтировать, и кайфовать, и получать какой-то определенный результат. Потому что здесь здесь как бы для себя никто не может сказать, что вот именно эта программа лучше или эта программа лучше, потому что много людей, много мнений, да, и хорошо, что еще у нас много программ есть, чтобы где-то начать какой-то монтаж и пробовать себя в той или иной программе. Потому что, может быть, вы где-то для себя встретите программу и скажете, вот, это та самая, где подходит мне интерфейс, меня устраивают все вот эти пресеты, или я сам их буду стряпать. То есть это все зависит именно от человека, индивидуально. Ну, это сугубо мое, конечно, мнение, да. Я не знаю, как ты насчет этого смотришь. Как тебе это, ну, тоже как бы мнение насчет... Нет, ну это здорово, как бы ты имеешь в виду то, что про Мавави, там, то, что рассказали, показали, там. Да, но я имею в виду программа, то есть для тебя программа, то есть это сугубо... Нет, она прикольная, конечно, интересная. Но я сейчас более чем, но двигаюсь в такие механики, как в премьере, в общем, Да-да. стараюсь там, да, там что-то понять, там и так далее, там задействую, бывают временные точки, там, да, которые там дрожание камеры там создает, там масштабирование, но я думаю, Да. кто занимался, тот это понимает. Ну, просто для тебя, я имею в виду, мое сугубое мнение, что именно эта программа любая, видеоредактор любой, сейчас никакой мы не берем именно программу, а просто любой видеоредактор, он сугубо индивидуальное решение, ну, на мой взгляд. Да, ну, разумеется, конечно, да. Тут главное то, что неплохая программа, а именно то, что вам нужно грамотно концепцию собрать, в общем, и уже собирать, то есть, да, и можно по любой программе, можно офигенный видеоролик собрать. Вот, в том-то и дело. Вот это правильно сейчас, кстати, подметил, то есть неважно, вы работаете DaVinci Resolve, или у вас Vegas, или у вас Movavi, или у вас Premiere, да, то есть программ еще есть куча там всяких разных, и каждая программа по-своему хороша, или проста, или сложна для разного, конечно же, для разного человека. Да. Из-за этого на этой нотке, я думаю, мы закончим этот стримчик. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Соответственно, буду очень рад всем ответить. Стараюсь всегда ответить на комментарии. По несколько часов этим занимаюсь в день. Отвечу на все комментарии. И будут какие-то у вас вопросы по монтажу или где-то переходом каким-то или что-то еще такое. Может быть, сможем ответить, или Вахран, может, даже сможет помочь ответить, потому что он тоже не один год в монтаже, как бы я такой же самый, как все мы, то есть учусь и показываю вам, как это все работает. Такие вот дела. Так что на этом, думаю, стримчик закончим. Думаю, все вроде бы захватили, да, и думаю, можно попрощаться, в принципе, и остальные вещи в комментариях. Да?
Да, я тоже с вами прощаюсь, ребята. Спасибо огромное Олегу, что я зашел к нему в гости. Мы пообщались о программе Мавави, которая очень такая интересная даже по простоте, но она является, я считаю, трамплином к наивысшим, да, там мерам, там, да, там создания видеороликов. Так что вот. Всё, всем спасибо и до скорого. Да, спасибо тебе, что принимал участие. За вашу, конечно же, активность в чате. Сейчас перечислять всех не буду. Всем огромнейшее спасибо. У вас было много. Активность была четкая за все, что написали. Тут кто-то даже удалял сообщения, но не страшно. Всем за это все равно огромнейшее спасибо. Попозже надо будет сейчас еще, конечно же, семейные домашние дела сделать. Попозже обязательно еще будет какой-нибудь стримчик вне вопросов. Ну а сейчас пойдем. Все-таки уже опять мы переборили барьер. У нас сегодня какой? У нас 3 часа 38. Нормально. На этой нотке пишите в комментариях вопросы, которые у вас какие-то есть по монтажу. Чем сможем, тем поможем. Спасибо всем, кто был от начала до конца. Огромнейшая ваша поддержка, это с нами находиться на стримах, уже она в этом и осуществлена. Как бы всем за это огромнейшее. Всем спасибо. 62. Да ладно, 62 лайка, что ли? Ничего себе, я в шоке. 63. Я в шоке просто, я просто удивлен. Если у кого-то этим мы смотивируем на какой-то монтаж ролика маленького или большого, мы только за. То есть я очень буду рад посмотреть контент ваш в будущем на просторах интернета. Всем за это огромнейшее спасибо и продолжение следует.